Аниме начинается с того, что мы знакомимся с главным героем этой истории по имени Юо Тосака, парнем, обладающим особыми способностями, которые позволяют ему овладевать телами других людей в течение 5 секунд. Однако его собственное тело теряет сознание всякий раз, когда он овладевает кем-то другим. По этой причине он много раз получал травмы во время своего перехода. В дополнение к этому он показывает нам, что поскольку он мог обмениваться своим телом только с людьми, находящимися в его поле зрения, он обычно использует свою силу, чтобы совершать шалости, например, шпионить за телами девушек, которыми он владеет, или мстить хулиганам, которые раздражают его, вызывая ссоры между ними. Но в конце концов он нашел идеальный способ безостановочно использовать свои сверхчеловеческие способности. И это то, что наш Прота захватывает тела самых умных учеников в своем классе, чтобы запомнить их ответы на экзаменах в академии. Таким образом, ему удалось подняться на первое место в школьной доске почета. Из-за этого он начал сдавать вступительные экзамены в лучшие высшие учебные заведения города. Но это не похоже на обычные экзамены, так как во время экзаменов он не знает, кто самые подготовленные ученики. Поэтому он много раз проникал в разные учебные заведения, притворяясь, что не знает, кто из них самый умный. Быть зачисленным студентом. Для этого он замаскировался под шофера в нелепых очках, чтобы провести тщательное расследование в отношении студентов. Таким образом, он нашел самых умных учеников, которые стремятся поступить в ту же академию, что и он. В результате он без проблем сдал вступительные экзамены в элитную высшую школу. Некоторое время спустя, во время церемонии открытия, директор этой новой академии представляет их остальным студентам, которые с удивлением обнаруживают, что Прота-ученик, набравший лучшие результаты вступительных испытаний, но они также испытывают зависть, узнав, что он очень красив. Как и я, ананас с асадом. Тем временем Эль Прота произносит превосходно отрепетированную речь, с помощью которой ему удается привлечь внимание нескольких девушек из Академии. Со временем наш Прота приобретает огромную популярность, поскольку его считают суперпривлекательным гением. Следовательно, многие девушки хотят встречаться с ним и публично заявляют об этом, но он отвергает ее под предлогом того, что хочет сосредоточиться на учебе. Однако все это ловкая ложь, поскольку он знает, что он бездельник, ни на что не годный, и его цель завоевать ее самую красивую девушку в Академии зовут Юми Ширанаги. Чтобы достичь своей цели, Прота устраивает ужасную аварию, где он забирает тело лучшей подруги Юми и заставляет ее бежать с места происшествия. После этого он захватывает водителя грузовика и заставляет его свернуть в сторону Юми, чтобы он мог спасти его жизнь и чтобы она автоматически влюбилась в него. Затем его план в действии сходит на нет, и он сопровождает Юми в лазарет, чтобы обработать рану, которая явно у нее на колене. А затем Прота бескорыстно пытается попрощаться с ней, на что Юми останавливает его и приглашает съесть его любимые пирожные в знак уважения к его жизни, благодарность за спасение его жизни. Однако Прота проявляет интерес и отклоняет ее предложение, поскольку его цель заставить Юми влюбиться в него и желать его изо всех сил. В этот момент лучшая подруга Юми по имени Мисима понимает, что она третья по разногласиям в этой романтической встрече и принимает решение уйти, чтобы вы оба могли провести это время наедине. После этого Прота и Юми они направляются в кафе, чтобы съесть несколько блинов. Во время свидания они оба прекрасно проводят время, и Юми попадает в ловушку, которую с самого начала подстроил Прота. В результате она просит его повторить их свидание на следующий день и вместе вернуться домой. Что очевидно, Прота более чем удовлетворен, увидев, что их план завоевания идет полным ходом. На следующий день в Академии СТ получает сообщение от Юми, в котором она напоминает ему об их планах вместе посетить кафетерий. Прочитав это, Прота начинает дико смеяться, что пугает и привлекает внимание его одноклассников. В этот момент его счастье прерывается после того, как его вызывают в зал студенческого совета через громкоговорители в гостиной. Оказавшись там, президент Йосигучи Омура обвиняет его в мошенничестве на всех экзаменах на профпригодность, поскольку у него есть подозрение, что он, возможно, скопировал результаты экзаменов. Ответы. По этой причине он требует, чтобы он сдал новый экзамен без сопровождения под его постоянным наблюдением. Услышав это, Прота думает, что это глупо, и покидает зал. Однако Омура останавливает его и объясняет, что директор и заместитель директора Академии дали ему разрешение на его оценку, так что если Прота откажет ему в сдаче теста, Омура Чико будет наказан. Он будет немедленно исключен из школы.
Далее он сообщает ему, что он должен набрать минимум 90 баллов, чтобы доказать свою невиновность. Иначе он будет признан виновным в мошенничестве на экзамене и должен навсегда покинуть академию. С учетом сказанного, у Праты нет другого выбора, кроме как представить доказательства. Поэтому он решает использовать свою способность, чтобы захватить тело Амуры и таким образом получить ответы. К сожалению, это работает не так, как он планирует, поскольку президент обнаруживает, что просматривает журнал для взрослых. И из-за его разочарования в том, что у него нет выбора, он решает использовать свою способность, чтобы завладеть телом Амуры и таким образом получить ответы. В конце концов он сходит с ума и разрывает журнал. После этого Прата возвращается в свое тело, и, к его удивлению, его записывает ученик другой школы по имени Нао Тамори, который показывает ему, что у него есть доказательства того, что он обладает способностью захватывать тела других, поскольку в течение нескольких дней он следил за ним, чтобы собирать информацию и доказать, что Прата на самом деле обманщик. На это Прата отвечает ему, что его странное поведение вызвано симптомом нарколепсии, из-за которого он теряет сознание. Однако Нао признается ему, что у него есть его история болезни, и в ней нет никаких признаков того, что он страдает какой-либо болезнью. Именно тогда у Праты заканчиваются оправдания, поскольку он сидит между мечом и стеной. По этой причине он предпочитает изображать из себя жертву и убегает из зала студенческого совета, чтобы избежать ответственности за обман. В этот момент он начинает с другого студента по имени Йохиро Такаджо, который утверждает, что его очередь все исправить. Когда он убегает, Прата встречает Юми и пытается схватить ее за руку, чтобы она пошла с ним, однако она спотыкается и падает на землю. Поэтому Прата бросает ее и продолжает свой путь. После этого Йохиро помогает Юми и улыбается, потому что Прата дал ему повод поймать его. Затем он начинает погоню по городу, где нам становится ясно, что Йохиро также обладает особыми способностями, и что очевидно, что он обладает огромной сверхчеловеческой скоростью, которая позволяет ему двигаться совершенно определенным образом. Выведенная из-под контроля, она, однако, все еще не может заставить его контролировать свою силу, и в результате она также была несколько раз ранена. К тому же он думает, что его способности несовершенны. Наконец-то Йохиро удается поймать нашего Прата и допросить его, но Нао внезапно прерывает их. В этот момент она упоминает ему о своем желании, чтобы Прата перешел в ее школу, поскольку в этом мире гораздо больше людей с особыми способностями. Но эти способности – продукт его воображения. В период полового созревания, который со временем проходит, поэтому они предлагают ему посещать академию или шинами, пока его сила явно не рассеется. Он также рассказывает ей, что получил согласие своих родителей. Услышав это, Прата отказывается выполнять его приказы, но Нао отвечает ему, что из-за своей внешности он должно быть довольно популярен. Поэтому он не понимает причины, по которой он обманывает и притворяется гением. Он также разоблачает его за то, что он использовал свои способности, чтобы завоевать девушку, которая ему нравится. И считает, что наш Прата довольно жалкий человек, прибегающий к этой жалкой тактике, чтобы привлечь внимание девушек. Услышав это, Прата пытается ударить ее, но Нао быстро исчезает и избивает ее. В этот момент нам открывается, что она обладает способностью становиться невидимой, хотя ее сила ограничена только глазами ее противников, и она использует это как механизм самообороны. После этого Нао подтверждает свое намерение, чтобы Прата присоединился к его комитету студенческого совета, поскольку его способности могут быть полезны против тех, кто использует свои силы, чтобы сеять зло в этом мире. Ночью Эль Прата возвращается домой к своей младшей сестре. Юми или Тосака шокированы, увидев ее расстроенный вид, поэтому Эль Прата успокаивает ее и лжет ей, говоря, что она попала в аварию во время урока физкультуры. После этого Юми рассказывает, что у нее был фантастический разговор со своим дядей, в котором она признается ему, что они оба выиграли стипендию для обучения в специальной школе под названием Ашиноми. Услышав это, Прата удивляется и приходит к выводу, что Нао имеет какое-то отношение к этому делу. С другой стороны, Аюми рада, что избавилась от расходов на аренду, и сообщает, что у ее дяди есть сюрприз для ее переезда. Несмотря на это, Прата продолжает не соглашаться и спрашивает свою сестру, не больно ли ей расставаться со своими школьными друзьями. Но она отвечает ему, что с помощью современных технологий можно поддерживать связь со своими друзьями на расстоянии. Поэтому она не может чувствовать себя одинокой во время нового приключения. Позже Аюми готовит омлет с рисом, чтобы явно подбодрить Прата, хотя он думает, что это детская забава, но быстро передумывает, чтобы попробовать немного сладкого в омлете, и вспоминает, что на вкус он такой же, как когда он был ребенком. После этого Юми замечает, что ее вдохновил рецепт приготовления еды по рецепту ее матери, на что Прата отвечает, что ему плевать на жизнь своей матери и что ему не интересно ничего о ней знать.
С этого момента он рассказывает нам, что его мать развелась и оставила их на попечении его дяди. С другой стороны, Юми понимает его чувства, но надеется, что Эль-Пратап помирится со своей матерью и простит ее. К тому же она упоминает, что у нее создается впечатление, что у них где-то еще есть другая семья. Однако этот отвечает ей, что у него нет отца, и они могут связаться только при их взаимной поддержке. И впоследствии они оба отвлекаются, пока Саюми наблюдает за звездами в свой телескоп. Она замечает, что ей нравится видеть далекие места, до которых она не может добраться, и удивляется фантастическим вещам, о которых она не знает. Но Эль-Пратап пытается дать ей несколько советов, чтобы она не сосредотачивалась на том, чтобы всегда говорить о звездах в своей новой школьной обстановке, так как он боится, что она не сможет его увидеть. У вас возникли проблемы с адаптацией в незнакомой школе. На следующий день они оба переезжают в свою новую квартиру, и Юми явно взволнована, потому что это новое приключение вот-вот начнется. Позже Эль-Пратап соединяется с Юми и признается ей, что ей нужно перейти из академии, поэтому они больше не могут проводить время вместе в школе. Школа. Однако очень эгоистично он надеется, что она сможет постоянно навещать его, чтобы поддерживать их отношения. Тем не менее, она отвечает ему, что их новый дом находится очень-очень далеко. По этой причине она считает, что лучше разлучить их навсегда и никогда больше не вступать с ними в романтические отношения. После этого Юми еще раз благодарит его за спасение его жизни и прощается. В результате Прата шокирован их внезапным разрывом и сохраняет удивленное лицо, пока не возвращается в свою спальню, где случайно встречает Нао и Йохиро, которые решили помочь ему с переездом, к большому огорчению мальчика. Прата. Пока он сортирует свои вещи, Прата замечает загадочную коробку с подарком, присланным его дядей, и с большим любопытством решает открыть ее, но разочаровывается, обнаружив, что это большая порция рамена быстрого приготовления. С другой стороны, Нао раскрывает свои способности Юми и притворяется, что это фокус. Однако Прата делает ему выговор за то, что он использовал свои способности, чтобы произвести впечатление на свою сестру. Он также говорит ему, что если он уже закончил помогать им, то ему следует уйти из их дома. Таким образом, Нао и Йохиро прощаются после неловкого разговора. Ночью Эль-Проте снится сон, в котором он и его сестра гуляют в компании какого-то парня, но этот парень понятия не имеет, кто он. На следующий день Эль-Прата готовится поступить в свою новую академию и четко надевает форму. В этот момент Юми напоминает ему, что обед, который она приготовила для него, должен быть принесен, хотя эта идея ему не очень нравится, поскольку сегодняшнее меню омлет с рисом, и это, вероятно, будет повторяться в течение всей недели. Однажды в институте Нао Йохиро его приветствуют и объясняют некоторые вещи, касающиеся этого места. Начнем с того, что не все ученики обладают сверхъестественными способностями, но несмотря на это у них есть возможность приобрести с течением времени или проявить небольшие признаки своего развития. Поэтому посещение школы обязательно в обоих случаях. Потому что в прошлом некоторые нейробиологи использовали некоторых людей в качестве подопытных для своих экспериментов. Кроме того, если они обнаружат, что у кого-то есть особые способности, их жизнь может пострадать очень негативно. Тем не менее, Прата считает, что эта ситуация может быть преувеличена, но Нао признается ему, что его старший брат пострадал от последствий. Поэтому, чтобы этого не произошло, определенный человек создал систему, которая их защищает. Тем не менее, Прата предъявляет ему претензии, поскольку он не хочет вступать в студенческий совет против своей воли. По этой причине Нао сообщает ему, что комитет поручил ему миссию, которая явно является очень особой миссией, цель которой — найти больше людей со сверхъестественными способностями и обеспечить их защиту. Хотя Прата не очень склонен предлагать свою помощь, так что Нао упоминает ему, что он получит соответствующее вознаграждение, если ему удастся достичь своей цели. Во время смены сцены Прата предстает перед своим классом как типичная высокомерная личность. Однако понимает, что Нао и Йохиро станут его новыми одноклассниками, и явно разочарован. В конце концов, Прата наблюдает за Нао, слушая музыку в наушниках, и задается вопросом, как она может быть президентом студенческого совета, будучи такой молодой. Поэтому Йохиро объясняет ей, что ее возраст — это не определяет ваше положение в комитете, поскольку важнее быть привлекательным и ответственно использовать свои особые способности. Во время обеденного перерыва оба парня решают пойти в кафе, но там довольно многолюдно, а очереди очень-очень длинные. Поэтому Йохиро использует свою способность, чтобы получить 2 бутерброда, но не контролируя свою силу, он наносит удар хлыстом, который сбивает с ног всех учеников. Тем не менее появляется позади Праты,
который беспокоится, увидев, что его лицо залито кровью, хотя мальчик успокаивает его, так как он носит броня под его формой, чтобы свести к минимуму травмы. Однако Прата думает, что Йодзиро довольно неуклюж, полагая, что это подходящая стратегия, позволяющая избежать травм. Пока они оба обедают, они обсуждают Нао и его способность становиться невидимым для атакующего человека. Там Йохиро рассказывает ему, что этот недостаток стал причиной его нынешней замены, поскольку в результате она потеряла всех своих друзей, а остальные ученики ненавидят ее. Однако показывает, что до поступления в среднюю школу он был совершенно другим человеком. Внезапно Нао прерывает их и сообщает, что прибыл его сотрудник. По этой причине вы должны немедленно явиться в зал заседаний. Оказавшись там, Прата поражен количеством документов и файлов, хранящихся в комнате, и в этот момент появляется совершенно мокрый мальчик и каплей воды указывает на место на карте. А затем упоминает доверенность, хранящуюся в комнате. Особый навык, известный как экстрасенсорные фотографические способности, и не вдаваясь в подробности, он покидает комнату. Услышав это, Прата смутился и спрашивает, кто это. Тогда Йохиро сообщает ему, что его зовут Такато Кагами. Сотрудник, который может определять местонахождение людей с особыми способностями. С другой стороны, Нао замечает, что этот мальчик указал на старшеклассницу Намбу. Таким образом, они направляются туда, чтобы выяснить, у кого есть эти сверхчеловеческие способности. Там Прата наблюдает за действиями своих новых одноклассников и думает, что они сумасшедшие. После этого Нао сообщает ему, что нашел кого-то очень подозрительного и просит его забрать его тело, чтобы проверить его вещи. Затем ему удается разыскать мальчика, но тот замечает это и начинает убегать. Однако Прата успевает изменить свое тело и бросает все свои вещи на землю, но его действие быстро ослабевает. Поэтому Йодзиро решает нажать на подозреваемого, чтобы он не сбежал. После этого Нао находит две фотографии девушки в нижнем белье и понимает, что это ментальная фотография. Однако говорит ему, что парень купил фотографии, но не хочет раскрывать личность продавца. По этой причине Нао угрожает ему разоблачить его извращенный статус, если он не назовет имена людей, обладающих фотографическими способностями. Поэтому молодой человек был вынужден признаться, что этих людей зовут Уда, и он учится на 2-м курсе. На перемене Нао находит ученика, обладающего особыми навыками, в клубе стрельбы из лука. Там он упоминает ему, что знает все о его незаконном преимуществе, предполагаемых фотографиях и его сверхчеловеческих способностях. После этого он просит объяснить его истинные намерения неправильно использовать свои навыки экстрасенсорной фотографии. Поэтому Аф объясняет, что он просто пытается заработать очень легкие деньги. Из-за этого Нао спрашивает его, есть ли у его семьи финансовые проблемы, поскольку его родители не обрадуются, узнав его имя. Секрет. Соответственно, Уда поднимает фотобумагу и предупреждает его, что он проецирует свое тело на нижнее белье, тем самым угрожая ей раскрыть его содержимое. Если она не раскроет его, он продолжает свои преследования. К тому же он признается, что его родители больны. По этой причине он продает фотографии, чтобы получить дополнительный доход, чтобы спасти их жизни. С другой стороны, Нао не беспокоится о том, что Уда выставит свои фотографии в нижнем белье, так как чувствует, что у него нет никаких особых атрибутов, которые привлекли бы внимание мальчиков. Однако дважды заявляет, что она довольно привлекательна, что явно радует нашу Лоли, и она начинает праздновать, потому что явно впервые получает комплимент от мужчины. В этот момент Прата входит в тело Уда и манипулирует им, чтобы передать фотографию Нао. После перехода Уда сбит с толку тем, что только что произошло, поэтому он угрожает Нао выстрелить в нее стрелой, чтобы она оставила его в покое и забыла ситуации суда, подразумеваемые фотографии. В результате она приходит в ярость и ругает его за то, что у него нет духа мастера боевых искусств, в результате чего Уда пускает свою стрелу прямо ему в лицо. Но, к счастью, Йохиро активирует свою силу и движется на полной скорости, чтобы удержать стрелы перед собой, которые могут ранить Нао. После этого она предупреждает его о нейробиологах и предупреждает, что он потеряет свои силы, когда достигнет половой зрелости. Поэтому она рекомендует ему поискать другую честную работу, пока не стало слишком поздно. Услышав все это, падает на колени и автоматически начинает плакать. Позже Прата спрашивает Нао, что случилось с его братом, на что она смотрит ему в глаза и отвечает, что она может навестить его на следующей неделе, чтобы он мог все выяснить самостоятельно. На следующий день они оба встречаются в школе и направляются на вокзал, где Нао с радостью находит тушеное мясо с говяжьим языком. По дороге Прата смущается, так как считает неуважительным есть в метро. Однако Нао это не волнует.
так как мы видим, что она вполне счастлива, наслаждаясь своим обедом. Впоследствии она садится в автобус и начинает рассказывать ему историю своего брата. Именно тогда она рассказывает, что ее брат был первым из двоих, кто развил этот особый навык. Сразу после этого нам показывают в воспоминаниях маленькую Нао, счастливую тем, что ее приняли в школу, связанную с университетом. В то время ее мать гордилась тем, что у нее есть будущий врач, как и ее брат, веселый мальчик по имени Кадзуки, у которого был большой талант к музыке, так как многие лейблы хотели работать с его группой. Несмотря на то, что они оба были совершенно разными, между ними была хорошая химия. Но, к сожалению, неудача вскоре постучалась в их дверь, так как их мать решила отправить их в школу-интернат, где они могли бы лучше развить свои таланты. Эта новость разозлила Кадзуки Дандо, что у него есть свои собственные планы на будущее, но в тот день он впервые в своей жизни увидел, как его мать умаляет жизнь, и у нее не оставалось другого выбора, кроме как согласиться. Некоторое время спустя Нао удалось быстро приспособиться к своей новой школе, где у него появилось много новых друзей. Однако каждый день ее заставляли проходить различные медицинские осмотры, что явно казалось ей очень, но очень странным. К тому же она никогда не могла видеться со своим братом, и когда она пыталась его найти, ее всегда останавливали подруги. Тем временем Кадзуки использовали в качестве морской свинки во время различных экспериментов, чтобы раскрыть его сверхъестественную природу, поскольку его способность заключалась в том, чтобы заставлять воздух вибрировать по своей воле из-за того, что он не был готов к этому, что он использовал свою силу во время концерта своей группы, чтобы манипулировать звуком своей гитары, что было обнаружено учеными, которые считали, что его сила использовалась для вмешательства в связь и перехвата радиоволн. Через год Нао наконец-то смогла увидеть своего брата, но это был уже не тот веселый мальчик, которого она встречала в прошлом, поскольку он превратился в мрачного и травмированного человека, который даже не узнал ее как свою младшую сестру. Со временем Нао понял, что его новые друзья были фальшивомонетчиками, подготовленными нейробиологами, и основная причина, по которой они ежедневно осматривали его тело, заключалась в том, что они также могли развить особые способности. Поэтому он поклялся, что никогда больше никому не будет доверять, и сбежал из этого ужасного места. Услышав это, Прата хочет знать, что произошло после его трагического опыта, поэтому она отвечает ему, что наконец встретила единственного человека, которому может доверять. Затем, прежде чем он успевает спросить, кто это, Нао прерывает его и сообщает, что они уже находятся там, где находится его брат. Оказавшись внутри психиатрической больницы, они оба направляются в комнату брата Нао, и после того, как он открывает дверь в его спальню, Прата уходит. Это шокирует, когда я вижу шизофреническое поведение Казуки, который громко кричит и в ярости разбивает подушки. Тем не менее, Нао объясняет ему, что это новая стратегия его брата, которую он использует для сочинения музыки, поскольку Кадзуки пытается играть на гитаре подушками, а его рычание — мелодия темы. Впоследствии мы видим, что Казуки стал спокойнее благодаря успокоительным, которые ему вводят медсестры. После этого Нао решает вывести его на прогулку по тропе, чтобы он полюбовался пейзажем и подышал свежим воздухом. Созерцая природу, Прата спрашивает его, как ему удалось найти такое красивое место, как это, на что она отвечает ему, что все это лишнее. Из жизни. Единственный человек, которому она может доверять, поскольку благодаря этому ангелу-хранителю ее брат смог попасть в психиатрическую больницу совершенно бесплатно. Однако быстро приходит в уныние, увидев, что Кадзуки не реагирует на красоту пейзажа. Но Прата дает ему понять, что, возможно, когда-нибудь врачи найдут лекарство от его психического состояния. Несмотря на это, Нао останавливает его и заставляет понять реальность, поскольку никто не проводит исследований по спасению пациентов, как его брат. Поскольку ученые рассматривают этих людей только как бактерии, поскольку если один из них закончится, они могут заменить его другим, более полезным. Поговорив с ним некоторое время, вы оба едете домой на автобусе. Там Прата чувствует себя довольно плохо, потому что она пытается ее утешить, но Нао отвечает ей, что ей не нужно его фальшивое сочувствие. Вернувшись домой, Юми встречает его явно в ярости из-за его задержки, но Прата объясняет, что это потому, что он был очень занят работой от студенческого совета. Услышав это, твоя сестра в восторге от твоего выступления и предлагает тебе съесть особое карри. В то же время Прата обеспокоен тем, что Юми обладает сверхчеловеческими способностями, поскольку он не хочет, чтобы она заканчивала как Нао, а в худшем случае как Кадзуки. После этого они оба начинают есть, но Прата испытывает тошноту, когда пробует, насколько сладким оказалось карри, так как очевидно, что ингредиент, который она приготовила, это Нао. Особенным является соус для пиццы. Ночью Юми взволнована, увидев в небе кометы с длинными орбитами. Она также объясняет своему брату, что такие кометы обычно случаются раз в 100 лет,
что явно удивляет нашего Проту, и он с удивлением смотрит на звездное небо. На следующий день Юми снова готовит омлет с рисом на обед. Но Прота отказывается приносить блюда в свою школу под предлогом того, что другие одноклассники не приносят еду и собираются только для того, чтобы поболтать. Однако она настаивает, чтобы я все равно принял это. К его удивлению, она пишет для него обнадеживающее сообщение с соусом. Тем не менее, Прота смущается и размазывает соус для омлета перед тем, как войти в класс. Затем он встречается с Йохиро, и они решают вместе пообедать в кафетерии, чтобы воспользоваться ограниченным количеством карри из говяжьего языка. Таким образом, Прота снова не ест обед с такой любовью, которую его сестра приготовила для него. И он даже начинает получать удовольствие от карри, несмотря на то, что, очевидно, в конце концов он не ест. Вначале его вкус был очень неприятным. В этот момент Йохиро звонит и сообщает Проту, что только что был найден еще один человек со сверхъестественными способностями. Последовательные действия направляются в зал студенческого совета. Как только Алита уходит, Кайдо снова входит в зал полностью мокрый и снова указывает каплей воды место на карте. Он также утверждает, что особая сила этого нового подозреваемого — это буквально призыв. Поэтому Нао объясняет, что это духовная способность призывать умерших в чужом теле. Другими словами, подозреваемый, на которого они должны охотиться, медиум. И несмотря на это, Такеда показывает, что он также обладает воспламенением. Услышав это снова, наша группа автоматически удивляется, так как это первый раз, когда они получают сообщение от субъекта с двумя способностями. Поэтому Нао предлагает действовать быстро, и они уходят, чтобы выследить этого человека с совершенно сверхчеловеческими способностями. Впоследствии они прибывают в переулок в центре города и после непродолжительного осмотра приходят к выводу, что подозреваемого преследуют, поскольку Нао находит доказательства преследования в городе, переулок, а также несколько следов разного размера. Поговорив со свидетельницей, они обнаруживают, что имя человека, которого ищут Эль Юшан и Симари, это знаменитость подросткового возраста, известная как Ярин, участница группы под названием «Привет, привет». С другой стороны, Йохиро взволнован этой новостью, так как он большой поклонник группы и, очевидно, дает вам краткое изложение их истории. Однако нашему Проти и Нао наплевать на его увлечение атаку, и они говорят ему сосредоточиться на этом расследовании. Таким образом, они начинают искать информацию из своих общедоступных профилей. Но в этот момент Нао замечает, что этот подозрительно выглядящий человек наблюдает за ними с тротуара близко. По этой причине они бегут за ним, но субъект ждет их и удивляет атакой, с помощью которой ему явно удается нокаутировать Нао. Затем Прота хватает его тело, чтобы остановить его побег, и Йохиро протаранивает его своей силой скорости. В результате наш Прота получает урон, а после возвращения в свое тело жалуется на этот импровизированный план. После этого Нао встает, но, кажется, беспокоится о своей видеокамере, поэтому удар, который он получил по лицу, следовательно угрожает субъекту оставить его умирать. Если он этого не сделает, он отвечает на их вопросы. И поэтому этот парень рассказывает ему, что его наняла телевизионная продюсерская компания Тайджао ТВ, чтобы явно поймать Юзу. После того, как машина скорой помощи увезла парня, к ним подходит рыжеволосый парень и спрашивает, почему они ищут Юзу. На это Нао отвечает, что знает, что девушку преследуют, хотя они не знают, как они могут ей помочь. Однако мальчик не доверяет ей и просит его доказать ему, что они не враги. Именно тогда Нао использует свою способность становиться невидимым, и в результате мальчик ведет их к логову, где прячется Юа, но предупреждает их, что они находятся в разгаре войны. Хаотическая ситуация, которую вы должны увидеть своими глазами. Впоследствии они приходят в ночной клуб, где встречаются с Юзой и другим парнем, который ее защищает, хотя, к ее удивлению, оба предпочитают ее под именем Миса. После этого Нао показывает свою более симпатичную версию и любезно допрашивает девушку. Для начала он спрашивает ее, как ее настоящее имя, и девушка отвечает ему, что ее зовут Юза Курабани, но ее фамилия означает «чернокожих» и не очень похожа на знаменитость. По этой причине ваша продюсерская компания сменила фамилию на Нисимари. После этого Нао спрашивает, чувствовала ли она, что временами она не в себе, на что Юза отвечает, что это может быть симптомом нарколепсии, так как в последнее время она внезапно засыпает, а когда просыпается, то видит, что она не в себе. Найди его в совершенно другом месте. С другой стороны, его врачи думают, что это из-за множественного расстройства личности. Однако Нао успокаивает ее и объясняет, что ее состояние не связано с психическим расстройством. Немного поговорив, Нао замечает мальчиком, что Юа обладает способностью притягивать умерших к своему телу, плюс что его телом владеет девушка ту, которую они называют Месой. Прямо сейчас мальчики рассказывают, что Миса — старшая сестра Юа,
которая, к сожалению, погибла в дорожно-транспортном происшествии около 6 месяцев назад. В этот момент Миса проявляется на теле Юзы, и ее глаза меняют цвет на малиновый. После этого она ругает своих друзей за то, что они рассказали свой секрет группе незнакомцев. Затем она вызывает свои силы воспламенения и начинает сжигать все вокруг. Тем не менее, мальчики успокаивают ее, и она возвращается в свое естественное состояние. Именно тогда Нао приходит к выводу, что Юза недобровольно зовет свою сестру, а что Миса забирает ее тело по своей воле. Далее он утверждает, что это очень редкая способность, которую он рассматривает как свойство, зависящее от генетической предрасположенности. Таким образом, он понимает, что Миса — это тот, кто обладает силой воспламенения, а Юа обладает силой призыва. Но обе эти способности проявляются в зависимости от того, кто контролирует тело в определенный момент. Сразу же выясняется причина, по которой Юзу преследуют. Это потому, что у нее есть личный телефон крупного продюсера телевизионной сети, на котором у нее есть информация о крупной растрате денег и связях с очень опасной мафией. Несмотря на это, мальчики приняли решение не сдавать телефон в полицию, потому что если они просто вернут телефон, бандиты не позволят ему сбежать живым, потому что они знают все его секреты. С другой стороны, если ты передашь телефон полиции, продюсер будет арестован, и в результате его творческая карьера буквально закончится. Перед лицом этого Миса предлагает полностью сжечь всю телевизионную сеть, но Нао останавливает ее и говорит, что если она будет действовать таким образом, кто заплатит за все расходы? Разбитая посуда будет твоей сестрой Юа. К тому же он предпочитает работать с командами и передавать угрозы преступной группировке, чтобы заманить их в ловушку. Таким образом, Нава утверждает, что она специалист по составлению планов с угрозами и просит Мису доверять ей, за что она принимает его предложение и упоминает, что ей нравятся его отношения. Сказав это, покидает тело Юзы, и она просыпается сбитая с толку, ничего не зная о том, что произошло ранее. Затем Нао приводит в действие свой план и упоминает, что им нужно пойти в магазин профессиональной одежды, чтобы купить огнестойкую одежду. Впоследствии Юза включает телефон и назначает встречу с продюсером и преступной группировкой. Идя ему навстречу, продюсер угрожает Юзе и требует, чтобы он вернул ему телефон. Он также утверждает, что его артистическая карьера близится к концу. Услышав это, Масса проявляет себя и активирует свои огненные способности, чтобы сжечь телохранителей, объясняя при этом, что он всегда будет уничтожать любого, кто мешает ему добиться успеха. Одновременно Прата хватает тела своих телохранителей и наносит себе удар в ногу, в то время как Йодзира использует свою скоростную силу, чтобы врезаться в тело другого субъекта. В то же время Нао использует свою невидимость, чтобы ударить продюсера и притвориться, что это атака Юзы. После этого продюсер сдается и умоляет его пощадить его жизнь, поэтому Миса возвращает ему телефон, но угрожает ему, говоря, что второго шанса не будет. Поэтому она просит его исчезнуть из ее жизни и больше никогда ее не беспокоить. Позже Миса благодарит наших героев за спасение жизни ее сестры, но Нао просит ее перейти в школу Ашиноми, так как если ученые поймают ее, у нее больше не будет нормальной жизни. Она также показывает, что ее школа и связанные с ней многоквартирные дома – самое безопасное место для нее. Услышав это, один из мальчиков упоминает, что если Юза потеряет свою силу, они никогда больше не смогут увидеть Мису, в то время как рыжеволосый мальчик, которого на самом деле зовут Шоу, находится против того, чтобы потерять свою подругу. Однако Нао напоминает ему, что она мертва, и Миса — это всего лишь проявление ее души в теле Юзы. По этой причине Ша просит Салакс минутку, чтобы выразить свои чувства, и сразу же признается в любви к Мисе, но сожалеет о том, что не был искренним, когда она пришла к нему. Она была еще жива. Нам также стало известно, что он участвовал в аварии, в которой погибла Миса, поскольку он был водителем мопеда, на котором произошла смертельная авария. По этой причине он чувствует себя виноватым и явно испытывает чувство вины, которое мучает его со дня его отъезда. Тем не менее, Миса отвечает ему, что она сама стремилась почувствовать прилив адреналина от скорости, поэтому она не должна уносить воспоминания о мертвом. Поэтому она просит его забыть от нее и продолжайте жить своей жизнью по одному дню за раз. Услышав это шоу, он начинает плакать и соглашается с тем, что ему нужно сейчас перевернуть страницу и забыть о грустных временах, чтобы со всей радостью вспоминать Месу, а также и ее хороших временах с ним. После эмоционального прощания группа друзей прощается, и их пути навсегда расходятся. В конце концов, Прата возвращается домой, и Аюми злится на него за то, что он снова пришел так поздно. Но ее гнев утихает после того, как он говорит ей, что был занят своей работой в студенческом совете. После совместного ужина с Юми он развлекается, наблюдая за Юзой по телевизору, поэтому Прата случайно сообщает ему, что она будет переведена в его школу на следующий день. Узнав об этом, Юми удивляется и спрашивает, может ли он встретиться с ней,
На что Прата отвечает, что это возможно. В результате Юми становится такой взволнованной, что у нее начинается кровотечение из носа, и на ее счастье. На следующий день наш Прата снова просыпается с завтраком, полным секретного соуса для пиццы семьи Атасака, и когда она откусывает французский тост, ее глаза становятся влажными от очевидного сладкого прикосновения. Однако решает съесть все сразу, чтобы не задеть чувства своей младшей сестры, в то время как он обдумывает какую-нибудь идею, как избавиться от банки с секретным соусом, который вызывает у него такое отвращение. После школы милая Юза предстает перед своими новыми одноклассниками, которые поражены ее очаровательным присутствием, поскольку простой факт присутствия знаменитости в ее гостиной кажется им очень крутым. Хотя другие ученики завидуют тому, что она сидит рядом с Нао, и думают, что это буквально пустая трата времени. Учитывая, что одноклассники, за исключением Прата и Хаджира, ненавидят Нао за то, что она очень холодный и явно несимпатичный человек. Позже мы заметили, что Юа окружена своими новыми одноклассниками, где один из них осмеливается спросить ее электронную почту. В результате между всеми ее поклонниками вспыхивает серьезный спор, поэтому Юза быстро вмешивается, чтобы остановить драку. Для этого она начинает петь расслабляющую песню, чтобы укрепить дружбу и разрядить напряженность в группе. Тем временем Йохиро объясняет Проте, что эта песня взята из серии заклинаний, популярных среди фанатов, цель которых способствовать благополучию и хорошему поведению ее фэндома, чтобы они могли расслабиться, четко избегать токсичности. В этот момент Нао прерывает их и сообщает ему о новом сообщении от человека со сверхчеловеческими способностями. Поэтому он просит Юа встретиться с ними в зале студенческого совета. Однажды там Йохиро с гордостью упоминает Юа, что его самый большой поклонник на всю жизнь — это явно он. К тому же он смотрел все ее шоу, что впечатляет девушку, потому что явно смущает нашего Прота. Видя, что его друг ужасный фанат, а также немного симпатичный, внезапно Такайда входит в комнату со своим типичным влажным видом и указывает, что его новое открытие обладает особой способностью к телекинезу. Сказав это, он покидает комнату, и США испуганно спрашивает его, что, черт возьми, только что произошло. Таким образом, Прота объясняет ему то, что мы уже видели раньше. После этого Нао понимает, что он уже знает личность субъекта со сверхъестественными способностями. Именно тогда он показывает ему фотографию молодого парня в спортивном разделе газеты, поскольку он уже давно следит за своей новой целью, которая использует свою силу, чтобы обмануть и выиграть все его бейсбольные матчи. Точно так же он показывает вам видео, которое он записал несколько дней назад, где мы ясно видим, что субъект манипулирует своими подачами. Тем не менее предупреждает их, что они должны остановить его до начала квалификации Качиена, учитывая, что это крупномасштабное спортивное мероприятие, которое может поставить под угрозу безопасность и целостность молодого человека, если это будет обнаружено учеными. Во время смены сцены наша группа направляется на бейсбольные площадки, где мы встречаемся с самим Арифуми Фукуямой, студентом Академии Канаи. В этот момент Нао решает быть откровенным и говорит ему, что она явно знает, что он использует свою секретную способность, чтобы выигрывать турниры. Спички. Однако мальчик симулирует слабоумие и отрицает это, поэтому Нао предупреждает его, что его сила исчезнет, когда закончится период полового созревания, и, к сожалению, у него не будет профессиональная карьера, основанная на обмане. Кроме того, что использование своих способностей на публике только подвергает его жизни риску. С учетом сказанного, я предлагаю ему прекратить использовать свои особые способности, и все же Арифуми думает, что все, что ему говорят, это просто нелепость. Однако Нао просит его пристально посмотреть на нее в течение нескольких секунд, и он автоматически исчезает у нее из поля зрения. По этой причине Арифуми удивлена. Точно так же Миса проявляется в теле Юсея и демонстрирует ему свои магические способности. Однако Нао напоминает ему, что он не должен демонстрировать свои способности в общественных местах, потому что это может буквально убить его. Поэтому девушка и Йохиро плюют на землю. И Йохиро смущается, учитывая, что вы не знаете, явно ли это слюна Юсы или слюны Месы. Они, наконец, решают провести бейсбольный матч между обеими академиями в школе или Шинами, и таким образом заключают пари, что если наши главные герои выиграют, Арифуми должен следовать их приказам и прекратить использовать специальные способности на публике, но в противном случае они обещают перестать приставать к мальчику, чтобы он не отвлекался. Продолжайте жить своей жизнью, как вам заблагорассудится. Пока наша группа уходит, Прота хочет знать, как они намерены победить противостоящую команду, на что Арифуми способен бросить идеальный кастет благодаря своему телекинезу. Поэтому Нао отвечает ему, что они должны использовать сверхчеловеческие способности, чтобы выиграть этот матч, хотя под этим он имеет в виду членов студенческого совета, потому что бейсболисты команды его академии не обладают какой-либо особой силой, которая могла бы помочь им победить.
И услышав это, Прата автоматически теряет самообладание, поскольку он не умеет играть в бейсбол и понимает, что ему запрещено использовать навыки таким образом. Поэтому Нао объясняет ему, что играя в школе, никто не рискует быть пойманным учеными. Таким образом, они могут избежать любого скандала, если воспользуются своими особыми способностями, чтобы получить преимущество перед противоположной командой. Через некоторое время, наконец, наступает решающий день, и обе команды готовятся начать бейсбольный матч. Но прежде чем мы начнем, мы видим лучшего друга Арифуми по имени Такато, который задается вопросом, почему они должны соревноваться с другой школой. Перед этим Арифуми объясняет ему, что это необходимо для сохранения их будущего в неприкосновенности. С другой стороны, Нао подбадривает свою команду и предупреждает их, что если они проиграют, ей придется в наказание надавать каждому по заднице своей битой. И здесь мы все можем буквально сказать, что это предложение. После этого начинается бейсбольный матч между обеими командами, и по ходу игры команда Академии Канаи полностью обыгрывает команду Ашиноми. Из-за этого Нао и его группа вынуждены начать использовать свои сверхчеловеческие способности, так что Прата берет верх над остальными. Нападающие соперника, которые не могут принять ни одной подачи. Несмотря на то, что все идет как надо, его план терпит неудачу благодаря Такато, поскольку ему удается украсть домашнюю базу, чтобы выиграть гонку, в которой он лидирует в Академии Канаи. После этого мы переходим к нижней части 9-го иннинга с поворотом Йохира на летучую мышь, которому удается ударить по мячу и жертвует своим телом, используя способность, чтобы добраться до первой базы менее чем за секунду. В результате он врезается в стену стадиона и теряет сознание. Несмотря на замешательство судей, Нао показывает им замедленную запись, на которой ясно видно, что Йохиро коснулся базы. Таким образом, судьи подтверждают игру. Хотя они не перестают думать, что происходит что-то странное, это произошло на игровом поле. Затем настала очередь Юс играть в летучую мышь, но Миса проявляется в ее теле и занимает ее место, что приводит к отличной идее, поскольку она очень хорошая спортсменка. Но, к сожалению, обладает силой своей сестры Юзы, которая не обладает такими же спортивными способностями. Однако ей это удается, постарайся нанести удар, с которым ему удастся добраться до первой базы. Увидев это, Нао настолько удивлен, что сравнивает его с профессиональным игроком Иширо, имея в виду японского футболиста Иширо Сузуки, которому удалось побить несколько рекордов в высшей лиге и который считается одним из лучших в спорте. После этого Прата спрашивает Нао, что она думает делать в своей игре в летучую мышь, на что она объясняет, что приложит усилия, чтобы добиться жертвенного подхода, с помощью которого она надеется подтолкнуть бегунов к 3-й и 2-й базам, с целью, чтобы наша команда вышла в плей-офф. Прата станет героем встречи, если ему удастся отбить мяч за один ход. Тем не менее, Прата напоминает ему, что его навыки бесполезны при отбивании, но Нао предлагает ему один раз в жизни сыграть честно, несмотря на то, что он большой мошенник на вступительных экзаменах. С учетом сказанного, Нао готовится к своей игре в летучих мышах и достигает своей цели одним жертвенным касанием, чтобы расположить своих бегунов на 3-й и 2-й базах. А затем настала очередь нашего Прата определять исход встречи, поскольку счет в игре 1-0 в пользу Академии Канаи в конце 9-го иннинга и 2 аута на счету. А это значит, что все зависит от хорошей игры Прата, чтобы выиграть указанная партия. Однако Прата пропускает свои первые 2 попытки отбить мяч, но быстро восстанавливается и, наконец, ему удается нанести удар, хотя он делает это 3 раза подряд под линией фола. Таким образом, все это определяется следующей попыткой, пока Арифуми не решит переместить мяч другим способом с помощью того, что у него явно есть телекинез. Это мешает Проте бить должным образом, и мы можем считать все проигранным. Однако Нао отчаянно кричит, что игра еще не закончена, так как Такато, который является кэтчером противоположной команды, не смог поймать такой сложный бросок своего друга Арифуми. В результате Ямаси и бегущему с 3-й базы удается украсть базы и забить 2 забега, с которыми они выигрывают встречу. Увидев это, Арифуми разочаровывается, а Такато смотрит на него с грустью. А с другой стороны мы видим, что наш Прата рад победе. Однако он сам задается вопросом, должны ли они испытывать радость по поводу этой ситуации. После этого Нао подчеркивает Арифуми, что с этого момента он не должен использовать свои силы. Тем не менее, он объясняет, что он всего лишь обычный питчер, но вместо этого Такато другой, учитывая, что он заслуживает того, чтобы быть в центре внимания, так как что они оба всегда были товарищами по команде, и хотя его друг знает, что команда его школы очень-очень плохая, он все равно решил поиграть с ним.
По этой причине он хочет, чтобы он добился успеха в высшей лиге бейсбола, даже если это означает, что он использует свое умение обманывать, чтобы достичь своей цели, превратить своего друга в мировую звезду. Услышав это, Нао признается ему, что, как и он, его команда также обманула, чтобы выиграть матч. Однако во внешнем мире есть люди, которые знают, как распознать талант, по этой причине он предлагает ему играть честно, так как однажды этим он сможет гордиться и сможет поддержать своего лучшего друга в его мечте играть в высшей лиге. С учетом сказанного, Арифуми ценит ваш совет и уходит, чтобы подбодрить свою команду. В этот момент Нао просит Прота провести эксперимент и просит его захватить тело Арифуми. При этом наш Прота снова просыпается в его теле, его лицо находится в нескольких дюймах от груди Нао, что явно сбивает его с толку. Но он уклоняется от неловкого момента и спрашивает его: «Что ты делаешь? Если вы вообще что-нибудь обнаружили?» Однако Нао отвечает ему, что она не уверена, и упоминает, что все это время она должна присматривать за Арифуми. Ночью мяч возвращается домой, прося богов, чтобы на ужин не было соуса для пиццы. К его несчастью, Юми угощает его тушеной брокколи с секретным соусом семьи Тасака, и в результате наш Прота разочарован. Но в этот момент он смотрит интервью Юзы по телевидению, которое быстро привлекает внимание маленькой Юми, которая гордится тем, что ее любимая знаменитость находится в том же зале, что и ее брат. Настолько, что это снова заканчивается кровотечением из носа. На следующий день в школе Юза находится в центре внимания своих сверстников из-за интервью, проведенного накануне. Но в этот момент группа девочек отвлекается и вытаскивает Нао из класса. Однако Прота замечает это, и хотя Йохиру просит его не вмешиваться, он решает последовать за ней, чтобы увидеть, что они замышляют. То, что они обнаруживают, совсем неприятно, поскольку Нао подвергается подчинению и жестокому обращению со стороны этой группы девушек, которые жестоко избивают ее по имени Йохира. Другие ученицы в школе, наблюдая за избиением, Прота упоминает, что его не удивляет такого рода возмездие, поскольку Нао очень прямолинейная девушка в своих мыслях и имеет много врагов из-за своего образа жизни. После этого девушка уходит, и Прота пытается помочь Нао, но она останавливает его и равнодушно говорит ему, что если он просто наблюдал, как ее избивают, то ему ни о чем беспокоиться. Сказав это, я меняю тему и сообщаю вам, что в городе появился новый человек со специальными способностями. Сразу после этого он направляется в зал совета, и Юза встревожен явными следами жестокого обращения на его теле. Именно тогда Нао признается ему, что его избили и что он привык к тому, что это происходит. В этот момент появляется Миса и отвечает ему, что думает отомстить девушкам, которые ее преследуют, но Наолу успокаивает и говорит ему не вмешиваться, так как в противном случае она спровоцирует его больше проблем, чем у вас уже есть. Позже Такейда входит в комнату и прерывает их разговор, таким образом он указывает на место на карте и упоминает, что его сила — левитация. Узнав об этой новости, Нао восстанавливает свою энергию и показывает ему статью в журнале, в котором рассказывается о предполагаемом летающем гуманоиде, который летает в космосе. Его видели в горах недалеко от города. Поэтому он предлагает поискать продукты в своем супермаркете, прежде чем отправиться на поиски своей следующей цели. Затем Прота и Нао делают покупки, дружески обсуждая свой план устроить барбекю с целью привлечь внимание летающего гуманоида. В этот момент Юза замечает, что они оба очень хорошо ладят, и спрашивает Йодзира, пара ли они вообще, но тот отвечает ему, что, хотя вы оба очень мало знакомы друг с другом, приятно видеть вас вместе. Наконец-то наша группа берет такси, и они направляются в лагерь на окраине города. По прибытии туда они начинают устанавливать палатку и жаровню для своего барбекю. Однако наш Прота случайно натыкается на подземный колодец, в который чуть не падает. Поэтому Нао берет на себя ответственность за заделку отверстия, чтобы сделать его безопасным для них. Позже Прота свяжется со своей сестрой, чтобы сообщить ей, что он находится в середине школьной экскурсии со студенческим советом. Внезапно Юми начинает задыхаться, и он волнуется, но она заявляет ему, что все в порядке, и автоматически вешает трубку. В этот момент Миса вызывает свои силы, которые, очевидно, являются зажигательными, и зажигает гриль, чтобы затем насладиться пиршеством, состоящим из сосисок, ребрышек и жареного мяса, и жареная кукуруза. Пока они едят, Юза возвращается в свое тело, и наш Прота спрашивает его, каким был Миса, когда он был жив.
Так что когда он ест, Юза возвращается в свое тело. И наш Прата спрашивает его, каким был Миса, когда он был жив, поэтому что она рассказывает ему, что у ее сестры была жизнь полностью противоположная ее собственной. Поскольку обычно никто из парней в ее районе не мог противостоять ей, поэтому ее все очень боялись и уважали. Однако с Юсой всегда оказывался очень хорошим и милым человеком. По этой причине она всегда чувствовала себя в безопасности в компании своей сестры. Услышав это, Прата понимает ее чувства и отводит взгляд. Ночью наша группа отвлекается, играя с консолью, и забывает об основной цели экскурсии. В этот момент Прата понимает, что Нао отсутствует, поэтому решает пойти и найти ее. В конце концов он находит ее сидящей на краю обрыва и спрашивает, какую музыку она все время слушает. На это Нао отвечает ему, что это группа под названием Шен, плюс это любимая группа ее брата Кадзуки. Затем Прата спрашивает его, может ли он тоже это услышать, и Нао делится с ним наушниками. Именно тогда Прата удивляется, и у него создается впечатление, что он слышал эту музыку раньше в прошлом. Затем Нао заявляет ему, что он испытал очень странное чувство, которое ассоциируется у него с пребыванием в одиночестве в очень большом месте. Услышав это, Нао улыбается ему и уверяет его, что все в этом и есть, поскольку музыка ста передает чувство одиночества. И это потому, что вокалистка группы потеряла зрение на оба глаза. По этой причине он чувствует, что изображение несуществующего пейзажа может тянуться до бесконечности, плюс он мечтает когда-нибудь снять музыкальное видео или документальный фильм о Шоне. И после этого Прата размышляет о том, что он никогда не видел, чтобы Нао вел себя так дружелюбно, но его отношение вызывает у него чувство очень приятной теплоты. Затем Нао дарит свой плеер, чтобы он мог слушать эту музыку в особые моменты, и просит его принять этот подарок как подарок. Плата за его работу в студенческом совете, за что Прата с радостью принимает его. Позже они оба возвращаются в лагерь, и Нао приказывает ему каждые 4 часа дежурить парами, чтобы наблюдать за окрестностями. Таким образом, она и Юа проходят первый раунд, в то время как Прата и Йохиро автоматически отдыхают. Впоследствии Прата засыпает, слушая музыку Шона, и ему снится сон из детства, в котором он обедает со своей младшей сестрой Юми и с другим мальчиком, современным ему. Однако, прежде чем он успевает вспомнить, кто этот другой мальчик, Йохиро и Нао будут его, чтобы он заступил на дежурство. В результате Прата оплакивает себя, задаваясь вопросом, кто этот мальчик, а позже группа развлекается ловлей форели в реке, а затем они делят богатый завтрак. Обед на свежем воздухе. В этот момент Прата размышляет о том, что, возможно, эта экскурсия просто отвлекающий маневр, чтобы провести больше времени вместе. С другой стороны, Юза спрашивает Нао, собираются ли они провести еще одну ночь в лагере, и это потому, что он намеревается принять душ. Поэтому Юза спрашивает Нао, собираются ли они провести еще одну ночь в лагере. Нао отвечает ей, что он все уладил, и отводит ее куда-нибудь подальше, чтобы она могла принять ванну, пока она присматривает за парнями, чтобы они не шпионили за ней. Ночью Прата и Йохиро делают то же самое и принимают душ в реке. Потом, когда Прата замечает, что у Йодзиро мускулистое тело, которое он прячет прямо под своей школьной формой. Перед лицом этого Йохиро отвечает ему, что это из-за его сверхчеловеческих способностей, поскольку ему пришлось тренировать свое тело, чтобы не пострадать, когда он теряет контроль над своей несовершенной силой. Также предложи Проту потренировать свое тело с учетом того, что может произойти в будущем, однако он отказывается и заявляет, что ему это не нужно, поскольку его способность настолько полезна, что позволяет ему владеть своим чужим телом только в течение 5 секунд. Услышав это, Йохиро пытается изменить свое мнение, но быстро останавливается и упоминает, что это не важно, поэтому Прата спрашивает его, заботится ли он вообще о нем. Таким образом, Йохиро отвечает ему, что хотя он пытается скрыть свою индивидуальность под маской наивности, он понял, что у него проблемы с женщинами. Поэтому он сможет свободно заводить романы или любовные отношения, когда его половое созревание пройдет и его стабильность исчезнет. А это значит, что он все еще может совершать ошибки и учиться на своей особой силе, по крайней мере, еще пару лет. Во время смены сцены наша группа собирается в лагере и обсуждает свой план по поиску своей цели. Однако Прата напоминает Нао, что они должны вернуться в школу, и что у него есть младшая сестра, о которой он должен заботиться. По этой причине он просит его покинуть миссию, чтобы вернуться домой, но Нао говорит ему, что он не может уйти, так как, по его мнению, очень мало осталось, чтобы летающий гуманоид предстал перед ними. На следующий день наша группа готовит кукурузу на завтрак, и вдруг их прерывает парень по имени Сайта и спрашивает, чем они занимаются. Перед этим Нао лжет ему и заставляет поверить, что после побега из дома он встретил этих ребят в лагере,
К тому же они думают остаться там надолго, чтобы их родители не обнаружили. Услышав это, Сайто угрожает ему вызвать полицию, но не останавливает его и уверяет, что эта земля находится в частной собственности. Следовательно, он также является соучастником их вторжения, если решит выдать их. С учетом сказанного, показывает ей статью в журнале, где изображен летающий гуманоид, и его обвиняют в том, что он им является. Но мальчик категорически отрицает это и отвечает, что она совершенно сумасшедшая. Тем не менее, Нао провоцирует его до такой степени, что Сайто подходит к ней, чтобы вырвать у нее видеокамеру. В результате он падает в дыру, которую она изначально обещала заделать. Но буквально через мгновение Сайто взлетает в воздух и, приземлившись, начинает драку с Нао, чтобы отобрать у него камеру. Ему, наконец, удается вырвать у него предмет, и он уходит одним большим прыжком, так что Прата хватает его за тело, чтобы не дать ему сбежать в тот момент. Следовательно, он вынужден контролировать способность левитации, чтобы не пострадать при падении на землю. И после того, как Нао снова поменял свое тело местами, Нао подходит к Сайто и допрашивает его. И там он обнаруживает, что также обладает сверхчеловеческими способностями. Однако эти способности рассматриваются как болезнь, которая проявляется только в период полового созревания, а затем автоматически проходит. Кроме того, признается ему, что если ученые обнаружат его способности, он будет похищен подопытным, чтобы проверить свои исследования. Таким образом, предлагает ему больше не рисковать своей жизнью и прекратить использовать свои способности. Услышав это, Сайто рассказывает ему, что всегда думал, что он единственное существо, обладающее особой силой. И по этой причине он начал мечтать о возможности летать по воздуху и сменить свое имя на небо Хайд, чтобы стать известным голливудским актером. В этот момент Прата думает, что его план очень глуп и что его прозвище слишком уродливое, но Нао понимает его чувства и подбадривает его. Таким образом, Сайто обещает больше никогда не использовать свои силы и уберечь свою жизнь от опасности. Ночью Прата возвращается домой к своей младшей сестре, и впервые Юми угощает его едой, приготовленной не на основе секретного соуса для пиццы семьи Тосака. Это потому, что его последняя банка закончилась, и он не смог купить ингредиенты, чтобы приготовить еще соуса. Пока они едят, Юми снова кашляет, и Прата спрашивает, все ли с ней в порядке. Однако маленькая девочка меняет тему и рассказывает ему, что мальчик из ее класса внезапно признался ей в любви. Столкнувшись с этим, Прата шокирован, но быстро успокаивается после того, как Юми рассказывает ему, что она вежливо отвергла его. Несмотря на это, она снова кашляет, и у нашего Прата поднимается температура. Обнаружив, что у нее температура 37 градусов, приказывает ей принять ванну и отдыхать до конца ночи. После этого он ведет ее в свою комнату и прощается с ней, чтобы остаться отдохнуть. А на следующий день Прата направляется в комнату своей сестры, чтобы проверить ее состояние здоровья. Однако, измерив ее температуру, понимает, что у нее температура 38,5 градусов. Поэтому он говорит ей, что она должна лечь в постель, чтобы отдохнуть, пока не почувствует себя лучше. Пусть ей станет лучше. И чтобы избежать ее ненужных забот, позвони в школу и сообщи, что ее сестра не может посещать занятия. Во время смены сцены мы видим, что она проходит по списку посещаемости в классе Аюми. Там один из ее одноклассников и потенциальный любовный интерес очень обеспокоен ее отсутствием, в то время как другая ученица внимательно наблюдает за ним с мрачным выражением на лице. Вернувшись в Академию Синомия, наша группа мальчиков наслаждается обедом в зале студенческого совета, как вдруг входит Такайдо и быстро указывает ей на карту. Он также упоминает, что особая способность его следующей цели — разрушение. Услышав это, Прата не понимает, что он имеет в виду под этим, поэтому Нао делает вывод, что речь идет о какой-то разрушительной силе. С другой стороны, Йохира замечает, что место, указанное на карте, находится в самом многоквартирном доме школы, что приводит к тому, что Нао понимает, что это разрушительная сила. Быть очень странным. Из-за того, что ни один взрослый не обладает особыми способностями. Это означает, что какой-то ученик в школе заболел и не смог посещать занятия. Узнав об этом, Прата испуганно поднимает взгляд, и Нао требует от него ответа, почему он так реагирует. Сказав это, Прата сообщает ему, что у его младшей сестры жар, и что она осталась дома, чтобы отдохнуть. Из-за этого Нао шокирован, поскольку его теория генетики указывает на то, что два брата могут развивать разные способности. Именно тогда Прата вспоминает, что случилось с его братом Кадзуки, и больше всего беспокоится об этом. Однако Нао заявляет ему, что они не ученые, чтобы знать это, поэтому они должны пойти к нему домой, чтобы проверить, правда ли это. Хотя поначалу Прата думает, что неожиданный визит может ухудшить состояние здоровья его сестры. И более того, если такой любитель леденцов, как он, захочет, чтобы его сестра была в порядке, он
он не будет возражать. Йохиро идет с вами. С другой стороны, думает, что Юми является поклонницей Юзы, и это может ее взволновать. Поэтому Нао угадывает ее мысли и приказывает взорвать Йохиро через окно зала заседаний совета, а затем вызвать скорую помощь, которая окажет ему медицинскую помощь. Таким образом, им удается избавиться от него и добраться до дома Прота. По дороге девушки предлагают поесть всем вместе, но Прота не в восторге от этой идеи. На это Юза замечает, что после разлуки с родителями она чувствует себя очень одинокой дома, в то время как Нао отмечает, что она уже привыкла жить одна. Услышав это, наша Прота думает, что она не единственная, кто испытывает это чувство одиночества, учитывая, что она помнит, что Нао не одинока в своей жизни. Он упомянул ей, что больше никому не будет доверять, поэтому она, должно быть, хорошо понимает это чувство, поскольку ее родители продали ее ученым. И именно по этой причине Нао перестала доверять людям. Тем не менее, ему повезло, что у него есть сестра, потому что в его глазах жизнь Нао слишком печальна. Поэтому он соглашается поужинать вместе с девушками, чтобы предложить им обоим этот момент, который он не может провести со своими семьями. После покупки некоторых вещей он, наконец, приходит в свою квартиру, и перед входом Прота просит Юзу быть осторожной с Аюми. Поскольку ее сестра большая поклонница Аюми, от пустого привета и очень энергичного дня может сказаться на вашем самочувствии. По этой причине Юза наряжается в солнцезащитные очки и шапочку, чтобы они не могли узнать ее невооруженным глазом. После этого Прота входит в квартиру, чтобы найти Юми, но понимает, что у нее гости. Направляясь в свою комнату, обнаруживает, что присутствуют трое его одноклассников. Именно тогда мы встречаемся с Намурой, Айкавой и Каниши, тремя его новыми школьными друзьями. В этот момент Айкава начинает льстить Проте, но Намура останавливает ее и просит не быть таким занудой, так как Юми ранее отвергла его. И хотя Айкава, как и Айкава, отвергает его, он тем не менее любит ее. Целуя ноги нашему Проту, он и не думает больше передумывать. Таким образом, Прота понимает, что он парень, который явно влюблен в свою сестру. Потом мальчики прощаются, но Прота замечает, что Коничи как-то очень странно смотрит на Юми. Но прежде чем он успевает что-то сказать, Нао прерывает его в комнате, и Коничи уходит из дома. Представившись, Юми сбивает Нао с толку и думает, что она девушка его брата, но они оба заявляют ему, что это не так. В этот момент Юза входит в комнату, и Аюми понимает, что она его любимая знаменитость, поэтому ее костюм не пострадал, это ни к чему не привело, и Аюми так взволнована, что в итоге у нее начинается ужасное кровотечение из носа, которое она больше не может контролировать. Позже они вместе устраивают приятную сцену, но после еды Юзи звонит ее менеджер, и ей нужно попрощаться. С другой стороны, Нао требует, чтобы Прота помыл лады, в то время как он берет его за футболку и заявляет, что он ни на что не годный бездельник. Таким образом, они оба занимаются уборкой, в то время как Юми смотрит на него с улыбкой и намекает, что они явно делают красиво пара. Ночью Юми принимает лекарство и ложится в постель, но перед сном рассказывает ему, что прошлой ночью у нее была кошмар, и по этой причине он боится снова заснуть. Услышав это, Нао с любопытством спрашивает его, какой у него был сон. Однако Прота останавливает ее и просит его спросить об этих вещах, поскольку его сестра не хочет вспоминать свой кошмар. Несмотря на это, Нао дает ему повод и прощается с маленькой Юми, чтобы она могла отдохнуть. Как только он выходит из квартиры, Прота и Нао рассказывают о снах о Юми, поскольку Нао считает, что это может дать ему ключ к разгадке способности разрушать. Но Прота подчеркивает ему, что у него еще нет доказательств того, что его сестра обладает такой властью, поэтому неизвестно, кто в буквальном смысле является владельцем обрушения. По этой причине Нао просит вас провести расследование и не позволять своей сестре выходить из дома, пока у нее продолжается лихорадка, так как она должна проявлять особую осторожность в подобной ситуации. Вернувшись в комнату Аюми, Прота выполняет просьбу Нао. Там его сестра сообщает ему, что он может вспомнить только множество трещин в полу, которые разделяются между ними. Однако хочет знать, почему она спрашивает его об этом, на что Прота отвечает ему, если он не боится, что его кошмары сбудутся. Но Юми подтверждает ему, что они не верят в эти такие духовные вещи. На следующий день Прота встречается со своими друзьями, чтобы поговорить о своей сестре и о том, насколько велика вероятность того, что она обладает способностью разрушать. Несмотря на это, я не хочу проводить дальнейшие исследования, прежде чем выносить окончательный вердикт. Поэтому я предлагаю Аюми остаться дома и больше не ходить в школу, пока они не смогут получить дополнительную информацию. К его удивлению, на следующее утро Юми чувствует себя совершенно нормально. Но в соответствии с его планом Прота просит его отдохнуть еще пару дней, пока я не смогу исключить какие-либо серьезные заболевания, которые у меня есть. Тем не менее, Юми не согласна и жалуется на то, что ее заперли дома. По этой причине она решает сбежать из квартиры и направляется в школу.
Во время смены сцены Прота Йохира они вместе обедают и рассказывают о том, как Нао выбросил его из окна. В этот момент они получают текстовое сообщение и их вызывают в зал студенческого совета. По прибытии Нао делает ему выговор за опоздание, а также сообщает Юме, что в это время он находится в своей школе. Он также упоминает, что у него плохое предчувствие, и предлагает действовать быстро, чтобы найти Юми, прежде чем произойдет что-то плохое. Одновременно мы видим, как таинственная девушка выходит из машины и бежит в сторону школы. В то же время Юми встречает Айкаву в коридоре, и тот настаивает на том, чтобы пригласить ее в кондитерскую, чтобы отпраздновать ее возвращение. Именно тогда Намура вмешивается и заставляет мальчика прекратить приставать к ее подруге. После этого Юми благодарит его за помощь и продолжает свой путь в класс. Тем временем Прота и его друзья пытаются перепрыгнуть через металлический забор, который служит кратчайшим путем к школе его сестры. Но во время смены сцены Юми встречает своего одноклассника Каниши. Тут мы замечаем, что девушка очень зла, так как Юми украла внимание парня, который ей нравится. Таким образом, она выражает, что Аикава забыла не с тех пор, как она поступила в школу. Соответственно, достает из кармана резак и начинает очень медленно приближаться к ней. Увидев эту, Юми пытается успокоить ее, но Иши не слышит его слов, поэтому он решает сбежать от нее. Но дойдя до входной двери, она оказывается запертой на замок. Так что ясно, что Иши не слышит ее слов. Испуганная Юми начинает звать на помощь, в то время как Каниши подходит к ней все ближе и ближе. В этот момент здание начинает дрожать, и Юми наконец пробуждает свои особые способности. В результате окна разбиваются, а земля рушится у нее под ногами. Но, к сожалению, Юми оказывается в ловушке среди обломков. И после этого нам удается увидеть лицо таинственной девушки, которая сожалеет о том, что опоздала, чтобы предотвратить эту аварию. Затем Прота наблюдает за разрушением здания и быстро бежит искать свою сестру среди обломков. Однако колонна обрушивается на него и раздавливает его тело. Некоторое время спустя Прота просыпается в медицинском отделении больницы и, вспоминая предыдущие события, спрашивает о своей сестре. К сожалению, доктор сообщает ему, что Аюми погибла. Услышав это, что-то ломается внутри него, и абсолютная тишина захватывает его жизнь. Впоследствии похороны маленькой Юми проходят в совершенно пустом зале для поминок. Там его мать утешает его и говорит, что он должен идти вперед ради памяти о своей сестре, поскольку, хотя это был очень внезапный несчастный случай, только помощь времени может решить проблемы его жизни. Хотя во времени есть и другие вещи, которые не могут все это исправить, но они говорят об этом, ссылаясь на его отношения с Протой. С учетом сказанного, мать прощается, и наш Прота возвращается домой полностью уничтоженные, вспоминая последние моменты, проведенные в компании Аюми. Однако его воля сломлена, и он начинает плакать из-за того, что он паршивый старший брат, или по крайней мере так он думает. К тому же он чувствует, что никогда ничего не делал для своей сестры, но теперь уже слишком поздно возвращать время и исправлять ситуацию. С течением времени Прота запирается в своей квартире и буквально становится затворником. Таким образом, перестает ходить в школу и питается только лапшой быстрого приготовления, которую ему подарил дядя во время переезда, пока однажды его не навестят Йохира и Юза, которые беспокоятся о нем, приглашают его на ужин. Однако Прота отказывается их принимать и просит их уйти, поэтому появляется Миса и просит Йохира выбить дверь. Но тот упоминает, что его способность не работает, чтобы проходить сквозь стены, и с другой стороны он также не может сжечь дверь. Поэтому они решают вернуться в дом и дать нашему Проту больше времени, чтобы он осознал свою потерю. Позже его навещает Юми Сираинаги, которая просит консьержа помочь открыть ее квартиру. Она говорит ему, что начинает спасать его жизнь так же, как он делал это для нее в прошлом. Она также предлагает ему пойти в кафе, которое они оба посетили во время их первого свидания. Однако Эль Прота не желает выходить из дома и требует, чтобы он купил для него еще лапши быстрого приготовления, и что в таком случае им лучше пойти пообедать с ним у него дома, потому что он не хочет, чтобы они ели вместе. «Выходи». Перед этим Юми говорит ему, что здоровый человек так не живет, а это значит, что это доказательство того, что Прота психически болен. А вот я спрашиваю всех, кто смотрит это аниме, ты был бы психически здоров, если бы твоя сестра умерла? Правда в том, что я думаю, что нет, так что я вполне понимаю Прота. Следовательно, он злится на нее и кричит на нее, что она не нуждается в его сострадании. Кроме того, швыряет ему в лицо упаковку своей лапши, а затем просит его убраться из его дома. Таким образом, Юми понимает, что она ничего не может сделать, чтобы избавить Прота от депрессии, и молча уходит. На следующий день Прота обнаруживает, что у него закончилась лапша быстрого приготовления, поэтому она наконец решает пойти по магазинам. Но в этот момент консьерж квартиры и два охранника стучат в его дверь.
Именно тогда Прата понимает, что они пришли насильно увезти его, чтобы поместить в психиатрическую больницу. По этой причине он использует свою способность, чтобы избавиться от охранников, а затем сбегает из апартаментов Академии. Затем он забирает все свои сбережения и садится на поезд, чтобы скрыться в другом городе. По дороге он упоминает, что думает убежать как можно дальше, чтобы Такато не обнаружил его с его особыми способностями. Прибыв в незнакомый город, Прата пытается выжить за счет пиццы и нездоровой пищи, в то время как они останавливаются в интернет-кафе, которое работает как отель. Но со временем ему начинает надоедать затворничество в четырех стенах, поэтому он решает прогуляться по окрестностям. Однако его психическая устойчивость начинает все больше и больше ухудшаться, и он становится одержим видеоигрой о зомби в городской аркаде, где начинает тратить свои деньги на игры. Сбережения. Во время одного из своих частых посещений игрового зала он обнаруживает, что консоль, на которой он обычно играет, занята членами банды. Поэтому его терпение истощается, и он заставляет преступников покинуть это место. В результате глава банды просит своих приспешников схватить Прата, а затем отвезти его в подземный переулок под железнодорожными путями, где они планируют избить его в качестве наказания. Однако Прата насмехается над ними и хвастается, что они никогда не смогут его победить. Затем он захватывает тела бандитов и начинает драку между ними всеми, в которой не остается ни одного из преступников, и он наносит удар по руке другого субъекта бритвой лидера. Наконец, хватает тело босса и заставляет его жестоко врезаться в стену, а затем использует палочки для еды, чтобы проткнуть ногу преступника. Он также предупреждает его, что если он снова бросит ему вызов в следующий раз, у него не будет пощады, и он покончит с собой. Его жизнь. Сказав это, Прата начинает безумно смеяться и уходит из метро. Прогуливаясь по городу, он встречает еще одну группу членов банды, которые спрашивают его, не он ли убил Гонго и его приспешников. Услышав это, Прата отвечает, что он несомненно запомнит такое нелепое имя. Поэтому лидер этих субъектов представлен как медведь, она звонит и просит вас запомнить ее имя. Тем не менее, наш Прата насмехается над ним и уверяет его, что подумает о том, чтобы забыть его имя через пару минут. Столкнувшись с этим вызовом, ценит его храбрость, но приказывает своим сообщникам Прата проучить за то, что он такой зануда. К своему несчастью, он использует свои сверхчеловеческие способности, чтобы завладеть телами головорезов. Таким образом, он убивает каждого из них по одному, а затем наносит удар медведю по ноге. А после этого берет его за голову и угрожает выколоть ему глаза, чтобы его называли более интересным прозвищем, чем его глупое имя, которое у него есть. В результате его звонка он впадает в панику и умоляет Прата о пощаде, в то время как остальные бандиты с удивлением наблюдают, как его имя становится более интересным. Лидер был побежден ребенком, не более того. Тогда Прата чувствует себя непобедимым и повторяет эти битвы в каждом районе города. Таким образом, ему удается победить всех бандитов в этом районе, и, оставшись без соперников, он размышляет о том, что драки в реальной жизни веселее, чем в видеоиграх. На следующий день наш Прата продолжает искать бандитов, чтобы сразиться с ними. Именно тогда, после битвы, он крадет у одного из преступников коробку с запрещенными веществами. В результате Прата думает, что у него была блестящая идея, и ночью он отправляется на стоянку, чтобы употребить эти вещества. К его счастью, как раз в этот момент появляется Нао и дает ему пинка, от которого эта вредная пыль падает на пол. Сразу после этого Прата шокирован и спрашивает его, с каких пор он наблюдает за ним, за что Нао рассказывает ему, что он был на его стороне после смерти его сестры. Но она использовала свою способность становиться невидимой в глазах Праты, так что мы можем сказать, что она буквально шпионила за ним все это время. Он также заявляет ему, что вмешался именно в этот момент, чтобы помешать ему совершить худшую ошибку в своей жизни, потому что если он попробует эти вещества, у него не будет пути назад. Услышав это, Прата спрашивает его, посылал ли кто-нибудь ее следить за ним. Однако Нао отвечает, что делает это по собственному желанию, потому что чувствует себя виноватым в аварии своей сестры, поскольку сомневается, принял ли он правильное решение, пытаясь укрыть Юми в безопасном месте. Это говорит о том, что благодаря ей наша Прата и ее сестра перешли в новую школу. Но по этой причине все обернулось катастрофой. Нао принял решение оставаться рядом с нашей Протой, пока она не придет в себя. Тем не менее, Прата встает и держит ее за рубашку, крича ей, чтобы она больше не вмешивалась в его жизнь. Перед этим Нао спрашивает его, хочет ли он быть мусором и перестать быть человеком, поэтому он предлагает ему сделку, которая состоит в том, чтобы попробовать кусочек из специального блюда, приготовленного ею, а затем поклясться, что у них больше никогда не будет какого-либо контакта друг с другом.
Услышав это, Прата принимает его предложение, и они оба направляются в дом родителей Йохира. Однажды Алинао просит Проту посмотреть телевизор, пока она готовит ужин. Таким образом, Прата ложится на диван. Но перед тем, как заснуть, он путает силуэт, который он видит на экране, с тем, как он ложится спать. Денао со своей младшей сестрой. Позже Нао будет его, чтобы он попробовал рисовые лепешки, которые она приготовила. При этом наш Прата обнаруживает, что этот омлет по вкусу не уступает тому, который готовила для него Юми. Он также спрашивает его, как ему удалось добиться такого сходного вкуса, на что Нао отвечает, что позаимствовал кулинарный справочник своей матери, в котором Юми отметила бы рисунок из цветка, любимое блюдо ее брата. Он также показывает, что с тех пор, как его мать бросила Юми, он много раз повторял блюдо, увидев рецепт. В результате наш портал вспоминает последний омлет с рисом, который приготовила для него его сестра. Это был тот, который из-за стыда он не хотел есть. По этой причине он решает съесть омлет Нао, как если бы это был омлет, приготовленный Аюми. После окончания Прата он спрашивает Нао, что ему делать дальше, и поэтому она предлагает ему вернуться в студенческий совет. Однако Прата напоминает ему о своей клятве никогда больше не пересекать их пути, но Нао отвечает ему, что сделка заключалась в следующем: один глоток. Но поскольку Прата съел всю лепешку, то его клятва больше не имеет силы. Услышав это, Прата улыбается и благодарит его за заботу о нем. Он также соглашается вернуться в школу и в студенческий совет. На следующий день наш Прата чувствует желание двигаться дальше, поэтому он прощается с портретом своей сестры, чтобы почтить ее память и вернуться в академию. Когда Юза и Йохиро прибывают, они рады его видеть и приветствуют его снова, так как таким образом весь совет приходит в себя. Студент присутствует. Кроме того, Юза поет ему одно из своих магических заклинаний, чтобы с этого момента все шло хорошо, что явно волнует Йохиро и остальных учеников. И хотя Прата не привык к такого рода ритуалам, намерения его друзей приветствуются. Он также подумывает о том, чтобы извиниться перед Юги Сираинаги за то, что вел себя как придурок, когда она пришла к нему в гости. С другой стороны, Юза сообщает своим одноклассникам, что наконец-то у них есть музыкальное видео на его новый сингл, что вызывает бесконечное празднование в классе. Позже Йохиро просит Прата пойти с ним в кафе и, как уже принято, использует свою силу, чтобы получить хорошую порцию особого блюда дня. В результате у него болит голова, и она вся в крови, но Прата смеется и ценит добрый жест своего друга. Однако только что поступил звонок от Нао, ему нужно быстро пообедать, чтобы он мог пойти и ответить на него. Несмотря на это, они не успевают на встречу вовремя, и Нао злится на них. Затем они объявляют им, что они будут первыми, кто увидит музыкальное видео Юзы, и, услышав это, Йохиро приходит в восторг и начинает действовать в приподнятом настроении. Так что в конце концов он окаменел после этого от просмотра видео. Затем Нао выносит свой окончательный вердикт и продолжает комментировать, что видео было неплохим. В результате Юза взволнован, получив положительный комплимент от этого ужасного президента, но Нао угрожает ему изменить оценку, если он начнет вести себя невыносимо перед ней. После этого Йохиро просит его еще раз посмотреть видео, и через несколько минут Прата понимает, что Такайда все еще не прибыл на встречу. Перед этим Нао упоминает ему, что его провидец не появится сегодня, так как я на самом деле звоню ему, чтобы попросить их об очень важном одолжении личной, так как ему нужен сопровождающий на концерт его любимой группы Шен. Однако никто из мальчиков не знает об этой музыке, поэтому Юза и Йохиро отклоняют приглашение. Но они оба добровольно идут к нашей Проте, которая совершенно нервничает и требует спросить мнение Мисы, поскольку она может быть поклонницей пост-рока из-за своего возраста личность. Именно тогда появляется Миса и комментирует, что она может присутствовать на концерте, если послушает сверхскоростной излучатель с двойным потоком в 260 импульсов в минуту. К сожалению для нее, Нао отказывается присутствовать на концерте со своей компанией. Таким образом, Эль Прата — единственный оставшийся вариант, но он не совсем уверен, что пойдет, учитывая, что его текущая ситуация не очень благоприятна. Хотя Нао дает ему понять, что людям нужно время от времени делать перерыв, так что в конце концов наш Прата соглашается предложение. Во время смены сцены, возвращаясь домой, Прата встречает слепую женщину. Услышав ее британский акцент, понимает, что она может быть вокалисткой той самой группы Шен, по этой причине он решает привлечь ее внимание, чтобы проверить это. Однако женщина быстро подходит к Элли и просит ее помочь добраться до места, где она может поесть мадан яки. Именно тогда Прата корректирует свои условия, поскольку из этого следует, что она имеет в виду окономияки, в котором явно есть лапша и который явно называется якисоба. Так что если вы не возражаете, я попробую. Так много предлагает ему съесть вариант под названием хиросима-яки, и очевидно, эта версия не сработает.
Но, эй, это шутка об атомной бомбе, ты не поймешь. Ее обычно продают в любом ресторане города. Поэтому девушка сразу соглашается, так как ее желание съесть что-нибудь, что подается с традиционной японской лапшой. Однажды в баре девушка заказывает еду и очень большую кружку пива. И в этот момент Прата вспоминает, что дома его никто не ждет, поэтому просит вторую порцию. Прикажите сопровождать ее на ткацком станке. Через некоторое время повар подносит заказ к их столу, чтобы узнать, хотят ли они его приготовить сами. Но Прата отвечает ему отказом из-за состояния сопровождающей его женщины. Кроме того, что он явно не умеет готовить, потому что такие вещи принадлежат женщинам. По этой причине ты просишь повара позаботиться о приготовлениях. Именно тогда мужчина обнаруживает, что его любимая знаменитость находится в его ресторане. Таким образом, женщина представляется как Салах Шейн, вокалист группы Шен. После этого повар просит у нее автограф и говорит, что собирается посетить их концерт. Поэтому Сала соглашается подписать ее имя на листе бумаги, и, увидев это, Прата автоматически удивляется, так как, несмотря на то, что она слепая, она может очень хорошо писать и писать. Никаких трудностей. После этого она пробует хиросимские яки и упоминает, что тесто явно слишком жидкое, но ей приятно отведать богатое блюдо японской культуры. После обеда они оба покидают это место, но перед тем, как попрощаться, она спрашивает его, не случилось ли чего-нибудь плохого в его недавней жизни, так как он может почувствовать сильную грусть в ее ауре, которая вызывает чувство трагедии. По этой причине она спрашивает его, не потерял ли он недавно кого-то важного в своей жизни. Услышав это, Эль Прата совершенно смущается и отвечает ему, что он поразительно верно истолковал все, что она ему сказала. Поэтому Сала просит ее рассказать ему о своем трагическом опыте. С учетом сказанного, вы оба направляетесь в ближайший парк, и Прата рассказывает ему об аварии, в которую попала его сестра. Узнав эту историю, Сала реагирует беспомощно, учитывая, что он не думал, что ее история будет такой печальной. Поэтому он просит Прата позволить ему сделать подношение и помолиться за оружие своей младшей сестры. Придя домой, Сала читает свои молитвы за упокой души Аюми. Прата просит его об одолжении, так как ему нужно, чтобы он встретил кого-то особенного. После этого они оба пьют кофе, и он рассказывает ему историю Нао и его брата Кадзуки, из чего Сала делает вывод, что речь идет не о простых фанатах. Вот почему Прата просит его уделить несколько минут общению с Нао. Когда он звонит, Нао отвечает ему, что ему не интересно встречаться с Салой, поскольку, несмотря на то, что он любит его музыку, покупает его пластинки и посещает его концерты, он не чувствует другой особой связи с Нао группа. Услышав это, Прата чувствует, что она не искренна в своих эмоциях, поэтому делает ему довольно своеобразное предложение, о котором они пока не сообщают нам более подробной информации. Вернувшись в квартиру, Прата извиняется перед Салой, так как Нао не может прийти к нему домой. С другой стороны, хочет знать, в котором часу он должен вернуться в свой отель, поэтому Сала отвечает ему, что у него есть все время в мире, и соглашается сопровождать Прата в его следующем пункте назначения. По дороге Прата проверяет свой телефон, чтобы предупредить Юми, что она не вернется домой пораньше к ужину. Однако вспоминает, что его сестры больше нет, и грустно вздыхает. В этот момент Сала чувствует ее энергию и хочет знать, не вызвало ли что-нибудь воспоминание о его сестре, что удивляет Прата его невероятной способностью чувствовать вибрации в ее теле. Наконец они оба садятся в поезд, и Сала сообщает ей, что очень голоден, поэтому они решают сделать перерыв, чтобы она могла поужинать. После этого они оба приходят в киоск быстрого питания, и Салах поражен вкусностью тарелки лапши с крокетами. Он также упоминает, что японская еда лучшая из всех, в то время как Прата с удивлением наблюдает за ней, поскольку он так привык к типичной еде, что она не чувствует себя особенной. Через несколько часов они оба продолжают свое путешествие на автобусе, и в этот момент Прата спрашивает ее, действительно ли она слепая, поскольку, раздавая автографы, она явно не выглядит так, как будто родилась без глаз. Перед лицом всего этого Сала подтверждает, что она не слепа от рождения, но что ее случай связан с покаянием во искуплении ее грехов. После этого она продолжает рассказывать, что в прошлом она всегда мечтала возглавить свою музыкальную группу. Но когда она захотела осознать это, жизнь ускользнула из ее рук, и она была вынуждена отказаться от своей мечты. Его мечта так и не сбылась, потому что он не умел ни петь, ни играть на гитаре. Но вместо этого другим людям его возраста удавалось быть успешными и получать признание. По этой причине он начал ненавидеть Бога. Однако все изменилось, когда он начал обманывать и погрузился в темный мир полной жадности. Таким образом, ему удалось стать очень популярным в Японии, пока он не заработал огромные суммы денег.
Однако отношение его публики изменилось к худшему, что вызвало проблемы в его семье. Учитывая, что его младшего брата похитили, чтобы потребовать абсурдный выкуп в обмен на его свободу. По этой причине она приняла решение бросить все и стать солисткой небольшой группы. Для этого ей пришлось отказаться от своего представления и закончить свою историю под именем Шен. Услышав это, Прата не понимает, что он пытается этим сказать, поэтому Сала восклицает ему, что он имеет в виду Бога. Он также заявляет ему, что когда придет его время принимать правильные решения, он поймет послание, скрытое в его истории, и к тому времени Сала надеется, что Прата поймет. Вы можете правильно выбрать свой путь. Потом они попадают в психиатрическую больницу, и Прата извиняется перед ней за то, что заставил ее так много ходить. Именно тогда Сала приходит к выводу, что наш Прата не всегда был таким добрым человеком. Он также предполагает, что это изменение произошло из-за того, что для него был действительно особенный человек. Услышав это, Прата дает ему причину, и он может думать только о том, что причиной его изменения является Нао. В этот момент нам раскрывается предложение, которое он сделал ему ранее, поскольку Прата попросил разрешения у Нао взять Сала со своим братом Кадзуки. Учитывая, что Нао не был приглашен в Сала, он ее самый большой поклонник, и эта встреча может помочь ей прийти в себя. И хотя Нао не была в этом уверена, она дала ему свое разрешение, не надеясь на положительные изменения в своем брате. Тем не менее, очень любопытен настойчивостью Прата, но тот упоминает ему только о том, что у него есть внутреннее предчувствие. В то время как он думает, что его прежний брат не был влюблен в него. Я бы никогда не сделал ничего сострадательного для кого-то другого. Во время смены сцены наш Прата готовит зал, так как он не знает, в каком состоянии сейчас находится Кадзуки. После этого они продолжают входить в его комнату, и мы видим, как мальчик снова кричит и рвет подушку. Несмотря на это, Сала начинает петь песню из своего альбома под названием «Падение». В результате ему удается успокоить гнев Кадзуки, позволяя ему прийти в себя, так как ему удается вспомнить имя своей сестры. Именно тогда Прата приходит в себя и благодарит палату за то, что она разбудила Кадзуки. А затем в автобусе по дороге домой они оба довольны успехом своего визита в психиатрическую больницу. Там Прата сообщает ему, что собирается посетить его следующий концерт, за что Сала обещает ему, что посвятит свои песни девушке, которая ему так нравится. Следовательно, Прата наконец признает, что ему удалось изменить свой образ жизни благодаря Нао. После прощания Проти звонит Нао, поскольку она узнала от медсестер об эмоциональном изменении Кадзуки. Поэтому она благодарит его за то, что он принял такое замечательное решение, учитывая, что впервые за многие годы ее брат узнал ее. Кроме того, напоминает им, что они оба должны присутствовать на концерте вместе. Так что Прата подтверждает ему, что не собирается упускать его ни за что на свете. Наконец, добравшись до дома, Прата слушает музыку Ста и спрашивает себя, почему он испытывает такую ностальгию, когда слушает такая музыка. На следующий день Прата готовится к концерту и перед тем, как покинуть свой дом, прощается с портретом Аюми. Впоследствии он встречает Нао и поражается тому, насколько привлекательно она явно выглядит. После этого он спрашивает ее, не слишком ли рано для начала концерта, на что она отвечает, что хочет купить некоторые эксклюзивные товары группы. Сказав это, они направляются в один из магазинов, чтобы купить чехол для своего телефона, но по прибытии обнаруживают огромную очередь, чтобы купить что-нибудь для себя. Доступ к ней, поэтому, увидев это, Прата предпочитает не входить, но Нао держит его за руку и требует, чтобы он сопровождал ее, как и любая ядовитая невеста. Это напоминает мне о моей девушке. Но и мы продолжаем заниматься аниме, так как у нее нет времени иметь дело с хулиганами, которые обычно подходят к симпатичным девушкам и спрашивают, есть ли у них партнер. По этой причине Прата задается вопросом, каковы намерения Нао, поскольку предполагается, что она его ненавидит. В этот момент он замечает табличку с названием группы, что-то полностью привлекает его внимание. Однако Нао прерывает его и уверяет, что Шин — суперпопулярная группа во всем мире. Именно тогда Прата вспоминает все, что произошло накануне, и думает, что это выходит действительно фантастически. Позже Нао удается купить чехол для своего телефона и празднует его так, как будто это его самое большое сокровище. Они, наконец, направляются в зрительный зал и занимают места, чтобы насладиться концертом. Там Сала исполняет свои лучшие песни в компании своей группы, но во время сольного концерта Эль Прата испытывает странные чувства по всему телу. Тогда Сала сообщает, что следующая песня — это новая премьера, которая родилась в его любимой Японии и называется «Триггер». Сразу после этого он начинает петь неизданную тему, но Прата чувствует, что слышал эту песню раньше. Однако не понимает, как это возможно, если это всего лишь премьера. После этого его разум затуманивается, и он начинает наблюдать запутанные сцены из своего прошлого. В результате он испытывает эмоциональный срыв и издает крик агонии. В результате у Прата внезапно возникает воспоминание, в котором мы видим его в компании его сестры Юми в помещении неврологического центра.
Там Прата упоминает, что песни Шона впечатляют, и они обещают никогда не забывать триггерную песню. С другой стороны, Юми отвечает, что Холлоу Халлоу лучшая группа в мире, и после этого их прерывает сигнал тревоги, который ясно сигнализирует, что пора обедать. Но прежде чем отправиться в кафе, Эль Прата встречает ученого по имени Загучи, который заявляет ему, что классическая музыка лучшая из всех, поскольку это похоже на математическую формулу. После этого старик спрашивает его о его младшей сестре и сочувствует ей. Таким образом, Прата размышляет о том, что, очевидно, есть исследователи, которые действительно испытывают к ним сочувствие, имея в виду всех подростков, которые находятся в плену в центре, в то время как их изучают на предмет их сверхъестественных способностей. Затем Прата спрашивает его, что он делает в этом месте, на что старик отвечает, что он эксцентрик, который раздражает исследователей, которые высмеивают его гипотезу. Именно тогда он упоминает геоцентрическую теорию, которая касается астрономических исследований, согласно которым Земля находится в центре Вселенной, а звезды вращаются вокруг нее. Он также объясняет, что прямо сейчас может появиться странная теория, но в то время было нормально поддерживать эту идею. Однако реальность была совсем другой, и первый человек, который выступил против такой теории, был изгнан как еретик. В результате он не смог продолжить свое исследование, и это то же самое, что из-за Гегучи в то время. Впоследствии Прата направляется в кафетерий со своей сестрой и упоминает, что его снова собираются накачать наркотиками, чтобы ускорить его сверхчеловеческие способности. После этого Юми замечает, что хотела бы, чтобы ее брат Шун мог пойти с ними, однако Прата говорит ей молчать, так как способность Шуна к сверхчеловеческим способностям настолько велика, что он не может их контролировать. Это скачок во времени, и он может привлечь к себе огромное внимание. Он также упоминает, что из-за этой силы он сейчас заперт в комнате строгого режима, а позже они оба садятся есть, и Прата замечает привкус наркотиков в еде. Затем он показывает, что скрывал свои истинные способности, поскольку ученые по-прежнему верят, что его сила заключается в том, чтобы владеть людьми в течение 5 секунд. Поэтому он должен скрывать свою истинную силу, иначе он может потерять свободу, как это произошло с его братом Чангом. В этот момент Такеда садится позади него и просит его молчать. Сказав это, он признается ему, что нашел человека, обладающего телепатией. Кроме того, нам стало известно, что Такита работает ассистентом в неврологическом центре против своей воли. Затем объясни, что телепат обладает способностью автоматически отправлять и получать сообщения. Однако был схвачен учеными, поэтому он просит Прата схватить тело субъекта за спину с помощью распыления и по возвращении в его тело передать ему записку с местонахождения телепата. Он также упоминает, что Прата — его единственная надежда, и если она потерпит неудачу, и он и остальные воспитанники школы-интерната погибнут. Во время смены сцены мы наблюдаем 3 мальчиков по имени Миадаман, Шишина и Мидоки. Последняя таинственная девушка, которая пыталась предотвратить смерть Аюми в результате несчастного случая, но, к сожалению, очень опоздала. Там она комментирует, что они долго ждали этого момента и возлагают свои надежды на Прата, чтобы сбежать из этого центра. Она также объясняет, что они должны использовать свои навыки в нужное время, чтобы иметь возможность изменить нынешний мир. Вернувшись в кафетерий, охранники требуют, чтобы Такеда вернулся к работе. Увидев это, Юми спрашивает Прата, почему с ним обращаются иначе, чем с остальными. На что тот поясняет Такайдо, что у него невероятные способности, даже если он не на уровне Шунга. Позже Прата и Аюми проходят магнитно-резонансную томографию, и по окончании тревоги он сигнализирует вам, что все должны вернуться в свои комнаты, за исключением вызванных субъектов. В этот момент Юми вспоминает, что ее вызвали ученые, и за ней идет группа охранников. Однако Прата чувствует, что это очень странно, и собирается оставить свою сестру в покое. Тем не менее, получает удар током и теряет сознание. Позже он просыпается от толчка землетрясения и начинает стучать в дверь, испытывая очень плохое предчувствие. Именно тогда Загагучи, покрытый кровью, открывает дверь и рассказывает ему, что ученые применили силу, чтобы пробудить способность Аюми, называемую коллапс, в результате чего блок Ди разрушился. Медицинский центр, который был закрыт из-за сильных разрушений. Но Аюми была заперта для казни, а затем подвергнута вскрытию из-за ее очень опасных способностей. По этой причине она призывает Прата действовать быстро и спасти жизнь своей сестре, пока не стало слишком поздно. Она также упоминает ему, что они должны использовать свои подлинные способности, поскольку это самая мощная ловкость из всех, которая получила название «сила». Я краду и позволяю Проте красть особые способности других пользователей.
С учетом сказанного, Прата набирается храбрости и бежит спасать жизнь своей сестры. А с другой стороны, Загучи смотрит в камеру видеонаблюдения и замечает, что он также собирается потерять свою жизнь, помогая нашему Проте. Тем временем он бегает по медицинскому центру в поисках телепата, пока наконец ему не удается найти его в бронированной комнате, и он продолжает красть его способность читать умы. Затем Моэамори и Мидоки объединяются и помогают Протоу продолжить его путь. Нам стало известно, что Моэамори обладает способностью стирать воспоминания, но для этого он должен прикасаться к людям. С другой стороны, Мидоки обладает способностью гипнотизировать, чтобы вызвать сон к своей цели. Когда это происходит, его глаза становятся белыми, и это очень яркое сияние. В конце концов, Прата использует телепатию, чтобы связаться со своим братом Чангом и выяснить, где он находится в изоляции. После этого он сообщает ему, что они собираются препарировать Юми, потому что у нее есть способность, которая может разрушить медицинское учреждение. Поэтому она думает спасти его, чтобы Шун мог изменить мир одним прыжком во времени. В этот момент гаснет свет, и по трубам в коридоре начинает хлестать угарный газ. В результате наш Прата начинает слабеть, но к его счастью, если Шино выйдет на сцену, чтобы помочь ему, там он просит его украсть его способности, поскольку у него есть сила из нематериальности, что позволяет ему проходить через любую поверхность твердого вещества. Однако использование этого вызывает у Прата сильное истощение, и с учетом сказанного, Прата лишается своей способности и начинает проходить сквозь стены, чтобы приблизиться к своему брату. Но, к сожалению, охранники не пронзили Шиши. И, услышав выстрелы, Прата извиняется и упоминает Шуну, что он может изменить мир. Поэтому он начинает бежать, и теперь ему удается пройти через все стены, пока наконец не добирается до комнаты, где находится Шун. Там Прата развязывает его, и Шун говорит ему, что он должен немедленно уйти, чтобы спасти будущее всех подростков с особыми способностями. Сказав это, вызывает свою силу в его глазах и наблюдает, как он возвращается во времени. И после этого охранники входят в комнату и казнят Прата. Вернувшись в настоящее, наш Прата внезапно просыпается с паническим криком, который пугает Ао. После этого он уже упоминает ему, что находится в больнице, потому что потерял сознание во время концерта 11 Ян. Следовательно, Прата напоминает ему, что его сестра погибла, и он чувствует, что все, что он напомнил ему ранее, было кошмаром. Однако подвергает сомнению его воспоминания, поскольку Юмэ несколько раз упоминал ему, что, по его мнению, в его семье был третий член. Именно тогда Такеда входит в комнату и спрашивает его, смог ли он наконец вспомнить свое прошлое. Увидев это, Нао удивляется и спрашивает его, кто он, на что Такеда заявляет ему, что именно он обладает способностью обнаруживать особые способности. К тому же она откидывает волосы с лица, чтобы она могла его опознать. В результате Нада обнаруживает, что он ее коллега по совету, и упоминает, что Сухой довольно красив, поскольку мы обычно видим его полностью мокрым. После чего Прата раскрывает ему свое присутствие во сне и спрашивает, знает ли он своего брата, поэтому Такато успокаивает его и утверждает, что он полностью мокрый, что это и есть причина вашего визита. Кроме того, он обещает ей, что подумает о спасении ее сестры Юми. Услышав это, Прата злится и спрашивает его, как он может спасти кого-то, кто уже мертв. Поэтому Такеда напоминает ему об умении его брата Чанга, но прежде чем действовать, он должен встретиться с ним. В этот момент Нао предлагает ему свою помощь, так как он долгое время не видел Чанга, но Прата спрашивает его, о чем он знает своего брата. И Нао раскрывает ему, что Шун — это тот человек, который помог ему, когда его брат Кадзуки стал инвалидом. Таким образом, мы понимаем, что Шун — единственный человек, которому Нао доверяет. И Прата вспоминает разговор, который у них обоих был, когда они ехали в автобусе по дороге в психиатрическую больницу, когда он встретил Кадзуки. После этого наша группа покидает больницу, и они садятся в машину, которая доставляет их на окраину города. Прибыв в пункт назначения, Тайдо активирует секретный проход, скрытый в горе, объясняя, что это объект для изучения сверхчеловеческих способностей. Услышав это, Прата думает, что это ловушка, но Такита просит его закрыть рот и продолжить свой путь. В конце концов, они попадают в комнату, где наш Прата встречает своего брата Сунсукия Тосаку, который оказывает ему холодный прием из-за того, что наш Прата не помнит из того, что Такато рассказывает нам о нем. Следует, что постепенно Прата восстанавливает воспоминания, которые были стерты с его лица. Услышав это, Нао просит у него объяснений по этому поводу, но Шуна прерывает его и спрашивает, навещает ли его маленькая подруга. В этот момент Прата понимает, что его брат совершенно слеп, и Шун говорит ему о том, что если он не хочет обниматься посреди ночи, он не будет возражать. Это такое трогательное воссоединение.
Однако Прата отвечает ему, что он очень сбит с толку и что у него много вопросов. Поэтому он принимает решение рассказать им обо всем, что произошло во время этого долгого путешествия во времени. С этого момента Шунг рассказывает Проте свою собственную историю и таким образом рассказывает ему, как ему удалось сбежать от преследовавших его нейробиологов благодаря трехлетнему скачку во времени. Итак, с этим мы отправимся в прошлое прямо перед тем, как нас схватят ученые. Именно тогда он воспользовался возможностью найти союзников и таким образом смог принять решение начать дружбу с Такато. После этого он обнаруживает, что его новый друг уже набрал небольшую группу детей с очень особыми способностями. Однако Шун мгновенно узнает его, учитывая, что он уже знает их из-за временного скачка. Тогда он рассказывает им правду о будущем и признается, что уже знает особые способности каждого из них. Для начала, если он не может проходить сквозь стены, но он очень легко истощается, когда использует свою силу. С другой стороны, Мидоки обладает способностью гипнотизировать, чтобы усыпить человека, но в качестве побочного эффекта она также засыпает после активации своей способности. И, наконец, Маэда Мори, которому удается стереть воспоминания людей, хотя он должен находиться в физическом контакте со своей целью. Кроме того, ему нужно время, чтобы найти источник своих воспоминаний. Наконец-то мальчики верят своей версии истории и понимают трагическое будущее, которое их ждет. Таким образом, предлагает им конкретный план, который он спланировал заранее во время своего временного прыжка, который заключается в объединении всех пользователей со сверхчеловеческими способностями для защиты от нейробиологов. Однако, будучи таким одиноким, некоторые дети каждый раз, когда пытались завербовать больше союзников, к сожалению, терпели неудачу. По этой причине Шу предлагает мальчикам обратиться за помощью к взрослому человеку, но остальным мальчикам эта идея явно не нравится. Тем не менее, Такеда объясняет ему, что они могут доверять взрослым в период полового созревания. У них также развились особые способности. Услышав это, группа принимает предложение, и Шун начинает планировать план, который поможет им спасти свое будущее. Наконец, когда ему исполнилось 15, у Шуна возникла блестящая идея вернуться в прошлое, чтобы выиграть в лотерею и собрать много средств. Таким образом, он может создать сильную и надежную организацию, которая позволит им бороться с неврологическим центром. Поэтому, сообщив им о своем плане, он прощается с мальчиками. И он собирается активировать свою силу, чтобы скоротать время. В результате он снова возвращается на 3 года в прошлое, но понимает, что с каждой поездкой его зрение начинает ухудшаться, так как его способность заставляет его перематывать всю свою жизнь глазами, и как следствие он не сможет использовать эту силу в будущем, если потеряет зрение в будущем полностью. К тому же им все еще не удается победить тактику следователей. По этой причине им нужно найти безопасное место, где они могли бы укрыться. После многих путешествий во времени Шуну снова исполняется 15 лет, и Прата спрашивает его о его планах на старшую школу. Этот вопрос удается вдохновить на идею путешествия в прошлое, чтобы основать школу, посвященную защите детей, наделенных способностями, хотя он и осознает, что это не так. Это последний шанс, и после этого вы навсегда потеряете зрение. Однако готов пожертвовать своим видением и своими особыми способностями ради своих друзей и семьи. Поэтому, попрощавшись с Таки во время своего последнего прыжка во времени и автоматически ослепнув навсегда, он с тех пор начал свой последний путь в темноте при поддержке своих лучших друзей и семьи. Амиго и другие ребята из группы, пока ему наконец не удалось основать школу для детей с особыми способностями. Тем не менее, должен был отказаться от своей повседневной жизни и своей семьи. По этой причине он попросил Такайда использовать силу Мидоки, чтобы стереть воспоминания о своих братьях и сестрах, а также создать больше подобных организаций по всей Японии. Таким образом, Такато принимает его просьбы, но упоминает, что рискует, что ученые смогут узнать его лицо. Услышав это, Шун предлагает ему распустить волосы, чтобы они скрывали его лицо. Именно тогда Такато добавляет изюминки к использованию своего умения и берет вазу, чтобы намочить волосы. Таким образом, он создает свой фирменный вид мокрой собаки, и это становится забавным символом верности и самопожертвования по отношению к нему. Некоторое время спустя Шун и его группа возвращаются домой, готовые использовать свои навыки против своих братьев. Именно тогда Мидоки усыпляет его своей силой, а Маэда Мори заставляет их забыть все свои воспоминания вместе, поскольку это единственный способ, которым он располагает, чтобы защитить их и обеспечить им почти нормальную жизнь, никаких забот в будущем. На этом его история заканчивается, и Шун испытывает огромное облегчение, признавшись своему брату в правде. Затем он извиняется перед Нао за то, что не смог спасти Казуки, но она успокаивает его и сообщает ему новость о том, что его брат начинает постепенно выздоравливать. Тем временем Прата потрясен жертвой своего брата и всем, что ему пришлось пережить, чтобы обезопасить их.
В этот момент Шун объясняет ему, что еще предстоит что-то сделать, поскольку они оба должны предотвратить смерть Аюми. Хотя наш Прата не имеет ни малейшего представления, как это сделать, поскольку сила его брата перестала действовать, когда он полностью потерял зрение. Тем не менее, Шуле указывает, что он может использовать свою подлинную силу, чтобы украсть его способность к прыжкам во времени. После этого нам становится ясно, что Нао и Такайда знали о скрытой способности Прата, и с помощью воспоминания нам показывают. Когда Такато сообщает членам совета, я изучаю его способности, которые он называет сверхспособностями кражи. В результате этого Нао разыскал Прата и попросил его перейти в академию, принадлежащую его брату. С тех пор он начал изучать его и давал ему различные задания по захвату тел других людей с особыми способностями. Благодаря этому он понял, что, обладая телами других пользователей, они также могут лишить его своих способностей. И в качестве доказательства все люди, которые были одержимы им, потеряли свои способности. Узнав об этом, Прата злится на то, что с ним обращаются как с морской свинкой для его исследований. Кроме того, знание с самого начала его истинной силы облегчило бы ему работу во время миссий. Но Нао разъясняет ему, что людям, которыми он обладал, нужна причина, чтобы воздерживаться от использования его способностей. С другой стороны, беспокоился о риске, связанном с накоплением стольких способностей. Понимая, что она права, Прата пытается использовать силу телекинеза, которую она получила после того, как захватила тело Арифуми во время бейсбольного матча. В результате ему удается принести книгу, которая попала ему прямо в лицо и подтверждает его теорию. С другой стороны, Шун просит его украсть его способность, чтобы спасти Юми, а затем объясняет ему, что он должен вернуться в тот день, когда способность разрушится. Он проявил себя в городе, и когда он завершит свою миссию, вы должны навестить его, чтобы рассказать ему обо всем, что произошло. Поскольку у Шуня прошлого не будет никаких воспоминаний об этой встрече. Услышав это, Прата чувствует, что у него появился новый шанс спасти свою сестру, и в конечном итоге крадет способность своего брата возвращаться в прошлое. В результате Прата путешествует во времени и просыпается вместе со своей сестрой, испытывая огромное облегчение, увидев, что она здорова и спаси. И после этого он отправляется в академию и репетирует в тот же день, когда Такеда сообщает ему о способностях разрушать. Но в отличие от предыдущего, на этот раз он быстро осознает, что его сестра — следующая цель, плюс он решает взять Нао в одиночку, чтобы навестить ее и так далее. Не позволяйте Юзе вызывать у вас чувство эйфории. Учитывая это, Нао удивлен и соглашается на ее предложение, и по прибытии в квартиру Прата прощается с друзьями Аюми. Однако на этот раз он хорошо обращает внимание на внешность девушки, которая пыталась причинить ей боль ножом, поскольку все эти события происходят точно так же, как и раньше. Позже Нао прощается с Аюми, и она снова намекает, что они двое пара. А затем Прата провожает Нао к двери и признается ему, что он из будущего. Однако это ее не удивляет, поскольку она знает, что он сделает все для ее сестры в опасной ситуации. Именно тогда Прата раскрывает ему все, что произошло на его временной шкале. Поэтому, узнав о событиях будущего, Нао предлагает ему свою помощь в предотвращении смерти его сестры. В дополнение к тому, что он пользуется поддержкой студенческого совета. С другой стороны, Прата говорит ему, что благодаря ей он смог вернуть свою жизнь в прежнее русло, и что после смерти Юми он впал в отчаяние и почти вступил на путь, с которого никогда бы не смог сойти без ее помощи. И в этот момент мы замечаем задумчивый блеск в глазах Нао, но она отвечает ему, что не знает, что он имеет в виду под этим, потому что у нее нет никаких воспоминаний о будущем. Хотя она решает поверить ему из-за своего опыта со сверхъестественными способностями. И несмотря на это, Прата также признает, что она не всегда была доброй, но в конце концов она всегда была права. Поэтому, когда она благодарит его за его помощь, Нао, тем не менее, просто холодно отвечает ему отказом. После прощания Прата встречается с Аюми и говорит ей, что собирается сотворить заклинание, чтобы вылечить ее простуду. И тем не менее он использует воровскую способность, чтобы забрать у нее разрушающую силу. В результате Юми сразу чувствует себя лучше, а Прата испытывает огромное облегчение, видя, что ход его плана сработал идеально. На следующий день Прата сопровождает ее в школу, чтобы убедиться, что она хорошо успевает на занятия. Там она встречает своих товарищей по студенческому совету, одетых как ученики начальной школы, за исключением Джоджиро, который решил одеться как учитель. С другой стороны, Прата идет с ним, чтобы оказать сильное влияние на нападавшую Аюми. После этого наша группа проникает в школу, а Прата прячется в шкафчике, ожидая времени инцидента. Но обнаруживает, что Джоджиро был обнаружен, потому что его глупый костюм не смог быть убедительным. К тому же его приводят к школьным властям по подозрению в том, что он издевается над девочками. Одновременно ученики узнают в Юзе знаменитости и окружают ее. Несмотря на это, Юза настаивает на том, что они неправы, пока не появляется Миса и не кричит на них, что она не Ярин.
Сразу после этого он начинает плевать на студентов, чтобы доказать им, что знаменитость так себя не ведет. Но к его несчастью, дети становятся все более возбужденными и раздражительными. Они планируют сделать что-то еще, чтобы сохранить свою слюну как сокровище. В то же время мальчики путают Нао с другой известной знаменитостью. По этой причине она решает быстро сбежать с места, чтобы сбить с толку всех детей, которые ее преследуют. И увидев, что ее следующая часть плана провалилась, Эль Прата разочаровывается и понимает, что будущее ее сестры висит на волоске. Ее руки. В этот момент мы снова видим странную девушку с оранжевыми волосами, но на этот раз мы знаем, что это Мидоки. Тем временем Каниши противостоит Юми, чтобы отвлечь ее внимание от парня, который ей нравится, и угрожает ей ножом. Так что снова повторяются предыдущие события, и Юми убегает, пока не доберется до запертой двери. Однако на этот раз Прата выходит из шкафчика и защищает свою сестру. Таким образом, ему удается напугать Коничи, и он использует ее со своей способностью телекинеза, чтобы разбить все оконные стекла. С другой стороны, Нао становится невидимым и отрезает девушке челку, чтобы вызвать у нее еще большую панику. После этого Прата предупреждает его, чтобы он не щадил его жизни, если он снова попытается напасть на ее сестру. И, следовательно, Каниши начинает плакать с явной травмой и бросает школу. Затем Юми прыгает в его объятия и сквозь слезы благодарит его за спасение его жизни. И тут мы замечаем, что Мидоки уходит с места в сторону зеленого, что все прошло хорошо. И в конце концов они оба возвращаются домой. По пути они также встречают Такато и Мидоки. Там Прата рассказывает ему, что уже знает их из-за воспоминаний об их будущем. И сказав это, он приводит в действие следующую часть своего плана и в компании своей сестры и мальчиков направляется к крепости, где находится его старший брат. Затем он прибывает в лабораторию, и Шун объясняет своей сестре, что по определенным причинам ему пришлось стереть ее память. Именно тогда Прата сообщает ему о своей последней миссии и сообщает, что он украл ее способность, чтобы спасти жизнь Аюми. После этого Прата спрашивает его, могут ли они вернуться к своей обычной жизни. Однако Джун предупреждает его, что из-за его очень опасных способностей наш Прата может буквально стать угрозой, поскольку многие люди хотят использовать его накопленные способности во зло, поэтому предлагает ему «оставайтесь в крепости, пока ваша сила не исчезнет». Услышав это, Прата не удовлетворен вашей просьбой, хотя он знает, что это самый безопасный вариант для всех. Затем Шун ведет его знакомиться с лабораторией, и там Прата воссоединяется с ученым Сагеучи, который в настоящее время возглавляет исследовательскую группу университета. Лаборатории, основанные Шунгом, продолжают действовать. Сагеучи рассказывает им, что его сотрудники работают над созданием вакцины, которая может остановить сверхчеловеческие способности, поскольку они могут быть описаны как болезнь и должны привести к массовому излечению всего человеческого населения. Поскольку происхождение этих способностей происходит с орбитальной кометы под названием Шарлотта, что очевидно и является названием нашего аниме, которое приближается к Земле каждые 75 лет. Следовательно, он роняет какие-то неизвестные частицы. В результате все, что поглощает эти частицы, развивает особые способности. Когда они явно достигают половой зрелости, тогда они пробуждают зоны, где спят мозговые нервы, в которых находится частица кометы. Таким образом, способности проявляются, когда инфицированные достигают самого эмоционального периода своей жизни. После этого Сагеучи рассказывает старую историю о том, как комета Шарлотты приблизилась к Земле 4 столетия назад. Тогда она выпустила на орбиту множество осколков, и те, кто поглотил эти частицы, стали ведьмами. По этой причине люди начали бояться этих способностей, и началась так называемая охота на ведьм, в ходе которой были казнены десятки тысяч людей с этими способностями особые полномочия. Затем Загагучи рассказывает нам, что он комментирует, что Шарлотта снова совершила набег на атмосферу Земли 2 года назад, и с тех пор постоянно обнаруживает тысячи молодых людей со сверхчеловеческими способностями. Учитывая это, ученые создали вакцину, чтобы предотвратить проявление этих способностей у подростков по достижении половой зрелости. Однако лекарство распространяется только в Японии под руководством Шунга, а это означает, что остальной мир полностью не защищен. И есть опасения, что скоро снова начнется охота на ведьм против подростков с особыми способностями. Услышав это, Прата эгоистично заявляет, что это их не касается, поэтому Шун ругает его и отвечает, что его организация борется за защиту всех людей с особыми способностями. Он также упоминает, что его вакцина предназначена для тех, кто инфицирован, но она не действует на тех, у кого уже развилась указанная болезнь. А это означает, что создание нового лекарства для противодействия побочным эффектам может занять у них много лет исследований, и никто не знает, что произойдет с миром в дальнейшем.
Тем не менее, у Шуна есть миссия защищать всех инфицированных в его окружении, особенно нашего Прота, а также Юми. С другой стороны, Прота смиряется и просит его хотя бы восстановить воспоминания в сознании о Юме, но Шун отвечает, что это не так возможно. Он также не знает причины, по которой Прота восстановил свою память, но предлагает ему начать создавать новые воспоминания с этого момента. Сказав это, он продолжает представляться Аюми как ее старший брат. В результате малышка немедленно принимает его и рада видеть, что ее семья снова вместе. Впоследствии Шун спрашивает Аюми с остальной частью группы, и они демонстрируют ей навыки, которыми обладает каждый. Увидев это, у Проты создается впечатление, что остальные мальчики пытаются держаться от него на расстоянии. Но Медок прерывает его мысли и спрашивает, чувствует ли он что-нибудь ревность из-за того, что Шун лишает присутствия младшую сестру. На это Прота отвечает ему отказом, поэтому Медоки приглашает его провести некоторое время вместе и поиграть с остальными мальчиками. Затем они идут в комнату, чтобы поиграть в Человека-Конга, но наш Прота паршивый игрок и проигрывает слишком много раз, поэтому остальные ребята не хотят его отпускать. Мальчики насмехаются над ним за то, что он не такой умный, как его старший брат. Именно в этот момент Такато выходит из игры, потому что ему нужно вернуться в студенческий совет, чтобы сообщить о своей новой цели. Именно тогда Прота приходит в восторг и спрашивает, может ли он пойти с ним, но, к его сожалению, другие мальчики возражают, поскольку он не должен этого делать. Покинуть крепость, потому что вам грозит опасность. После этого Прота понимает свое нынешнее положение, хотя он не может перестать думать о Нао и о том, чтобы снова проводить с ней время. В конце концов, Такеда садится в служебный автомобиль и замечает, что его шофер по имени Фуруки явно нервничает, но спросив его, он уверяет его, что все в порядке. По дороге Такита замечает, что Фуруки ведет его другим маршрутом, чем обычно, поэтому он решает спросить его, в чем дело. Это случается. Перед этим Фуруки извиняется и разъясняет ему, что он должен отвезти его в другое место, поскольку он получил угрозу, которая подвергает риску его семью, а не его самого. У него есть другой выбор, кроме как предать организацию Шунга. Позже они прибывают на заброшенную фабрику и встречают 4 человек, в том числе иностранного подданного, который использует местного жителя для общения с Фуруки. Вот это требует, чтобы он сделал еще одну вещь, прежде чем освободить свою семью. Сказав это, Фуруки начинает плакать и просит прощения у Такита, а затем поспешно покидает это место. Затем старик посылает одного из приспешников, чтобы избить Такита до потери сознания. А позже этот явно просыпается от боли и задается вопросом, где он, в то время как он, в свою очередь, наблюдает за субъектами, стоящими перед ним, и тележкой с орудиями пыток рядом с ним. После этого лидер требует от него информацию о местонахождении людей со специальными способностями, но он с улыбкой отказывается, за что хулиган снова избивает его до тех пор, пока он не потеряет почти все свои зубы. После этого Такато поднимает на него взгляд и отвечает, что даже если он потеряет весь свой зубной протез, он абсолютно ничего ему не расскажет. Однако один из испытуемых принимает инъекцию и вводит ему сыворотку правды, с помощью которой он снова теряет сознание. Проснувшись, Такато обнаруживает, что стал жертвой жестоких пыток и сожалеет о том, что предал своего лучшего друга. Таким образом, мы понимаем, что сыворотка правды подействовала, и Такато рассказал им всю правду под действием наркотиков. Одновременно испытуемые направляются в учебные кабинеты Академии и казнят охранников, а затем врываются в комнату Нао и похищают ее, чтобы, несмотря на то, что она пытается сопротивляться и бороться изо всех сил. В то же время преступники связываются с Шуном, чтобы сообщить ему о похищении Нао и Такита. Они также утверждают, что хотя последнему ничего не угрожает, у него кончились ногти и зубы из-за его пыток. Поэтому он предлагает ему неукоснительно следовать каждому из его указаний, если он хочет снова увидеть своего лучшего друга живым. Для начала они просят тебя передать нашего Прота, иначе и Такита, и Нада пострадают от последствий. Они также угрожают казнить семью Фуруки, если что-то изменит судьбу их планов. Сказав это, вешает трубку, и Шун думает, что это то, что он должен сделать, а затем звонит Фуруки, чтобы узнать, как у него дела. Именно тогда он признается ему, что ему угрожают с тех пор, как началась подготовка к основанию Академии. Все это время Фуруки думал о том, чтобы покончить с собой, чтобы не предать фонд Чанга, но это означает бросить свою семью и позволить им тоже погибнуть от рук бандитов. Иностранные террористы. Таким образом, у него не было другого выбора, кроме как сделать все, что ему приказали преступники, потому что он явно не собирался покончить с собой, чтобы потом пострадала и его семья. Услышав это, Шун прощает его и заявляет, что вся эта проблема возникла из-за ошибки в его расчетах. Поэтому он автоматически решает успокоить его и обещает, что вернет свою семью.
Впоследствии Шу воссоединяется со своей командой, и с помощью плана по спасению всех участников они приступают к работе. Однако они не могут прыгнуть во времени, поскольку преступники начали шантаж еще до основания Академии. Другими словами, это может изменить их планы на будущее, и вся их борьба за прошлое не будет иметь никакого смысла. Именно тогда Чичина предлагает следовать указаниям бандитов, поскольку если они отправят только нашего прота, они могут одержать победу благодаря своей способности украсть власть у других. Соперники. И даже если это не удастся, он может вернуться к этому моменту, чтобы снова попытаться получить надлежащее спасение. Таким образом, они избегут каких-либо изменений, и бандиты не смогут заметить скачок во времени. Услышав это, Шун соглашается и верит, что его брат может исправить эту хаотичную ситуацию. Позже Такато реагирует и обнаруживает, что Нао в нижнем белье прямо позади него, поэтому он начинает бороться, чтобы освободиться и помочь ей. Вернувшись в крепость, Шун рассказывает проте о похищении Нао и своем плане спасти Такато и семью Фуруки. Для этого он предлагает ему украсть способности у всех бандитов, которые работают террористами за границей. Таким образом, он может разоружить их и ликвидировать преступную организацию. Тем не менее, наш прота боится потерпеть неудачу, поскольку у него нет уверенности в себе из-за того, что он мошенник. Он также думает, что он эгоистичный и неприятный человек, который заботится только о своем личном благополучии. В этот момент его негативные чувства берут верх, и он активирует способность разрушать, которую он ранее украл у своей сестры. Но Чун быстро обнимает его и просит его прислушаться к звуку своего сердца. Так что наш прота приходит в себя и подавляет свою силу, прежде чем спровоцировать пожар землетрясения в логове. После этого Чун успокаивает его и просит спокойно подумать о том, чего он действительно хочет, поскольку если что-то пойдет не так, он должен вернуться только к этому конкретному моменту. И, наконец, Эль Прота размышляет в одиночестве, вспоминая прекрасные моменты, которыми он поделился в компании Нао, и как она помогла ему не совершить ошибку, худшая ошибка в ее жизни. После смерти Аюми в прошлом ей удалось измениться благодаря прыжку во времени. Именно тогда Прота понимает, что и не думает совершать ту же ошибку, что и со своей сестрой, и автоматически решает сражаться за Нао. Затем он сообщает своему брату, что думает принять миссию, и получает поддержку от всех своих товарищей. Сказав это, встречает Фуруки у входа в крепость, и тот ведет его к заброшенной фабрике, где находятся террористы. По прибытии субъекты передают Фуруки ключ, чтобы он освободил своих плененных родственников в задних отделениях. Оказавшись вне опасности, Прота захватывает тела лидера его сообщника, чтобы обезоружить их и привести в действие свой план. Однако обнаруживает, что у них нет оружия, и все это было спланировано группой бандитов. После этого девушка со сверхчеловеческими способностями сосредотачивается на сцене и прыгает на него, в то время как из ее рта вырывается ослепительный блеск. Затем достает кинжал и режет ему правый глаз, так что Прота пытается использовать временной прыжок, чтобы сбежать оттуда. К его несчастью, ему нужна сила обоих глаз, чтобы активировать способность, и именно тогда он призывает силу разрушения, чтобы разрушить все. Но бандиты останавливают его и предупреждают, что если он разрушит фабрику, его двое друзей, запертых в подвале, тоже погибнут. Услышав это, Прота отменяет обрушение и использует телекинез, чтобы бросить в них несколько металлических труб. Но таинственная девушка бросается на него и наносит удар в его правое плечо, чтобы предотвратить смерть его боссов. В результате наш Прота высвобождает огромную силу, с помощью которой он начинает разрушать все на своем пути. Одновременно Шун и его команда прибывают на фабрику только для того, чтобы обнаружить, что Прота потерял контроль над своими способностями и разрушил все вокруг. Они быстро начинают искать выживших в разгар катастрофы и, к своему удивлению, находят бандитов под обломками. Затем они находят тела Проты и загадочной девушки. Там вы заметили, что этот использовал способность телекинеза на пределе, чтобы защитить ограниченное пространство и получить меньше урона. Однако его глаз полностью поврежден, и они сомневаются, что он сможет восстановить способность к прыжкам во времени. С другой стороны, Маэда Мори находит тела Нао и Такато, поэтому Шун бежит посмотреть, как они себя чувствуют. К сожалению, он натыкается на лужу крови и своего лучшего друга в глубокой агонии. Это потому, что он использовал свое тело в качестве барьера, чтобы Нао не пострадала во время обрушения, то есть он буквально спас ее. Несмотря на то, что ничего не видит вокруг, Шун пытается обнять Такато и обнаружив его тело. Он в шутку прощается со своим лучшим другом о прозвище, которое Шун дал ему в детстве, которое было Пух. После этого Такато испускает свой последний вздох жизни, и Шун мучительно оплакивает себя, взывая к небесам.
Впоследствии Прата просыпается на больничной койке в явном приподнятом настроении после того, как вспоминает все предыдущие события, и, следовательно, активирует свою разрушительную силу и создает ситуацию хаоса и разрушения. Столкнувшись с этим китайским сценарием, он вводит ему успокоительное, и ему удается успокоить его, в то время как мы видим, как Прата полностью удерживается силовыми ремнями. Таким образом, мы обнаруживаем, что с момента неудачной миссии и его операции прошло всего 2 дня. После этого Мидоки Маэда Мари заходит в его комнату, чтобы проверить его состояние здоровья. Однако девушка замечает, что Шишина не позаботился о том, чтобы очистить его кровь после инъекции, но Шишина очень сердито возражает ей, что это не его работа. И после этого Прата хочет знать, как именно это произошло. Он также автоматически спрашивает о Нао. Именно тогда Маэда Мари сообщает ему, что она также находится в больнице, в то время как Мидоки уверяет его, что она в полной безопасности. Услышав это, наш Прата испытывает огромное облегчение, но с другой стороны ему интересно знать, в каком состоянии Такато. В этот момент в комнате воцаряется холодная тишина, и, увидев выражение его лица, он приходит к выводу, что он погиб, что приводит Шишина в ярость на него, и он возлагает всю вину на нее за то, что она думала только о своей жизни, а не о жизни своих сверстников. Однако Мидоки останавливает его и напоминает, что его идея заключалась в том, чтобы выполнить указания бандитов и рискнуть совершить прыжок во времени. Он также показывает, что его враги отказались от использования его способности путешествовать во времени, поэтому они взяли заложников в подвале, чтобы защитить себя от его нападения. Разрушительная сила. В заключение вы утверждаете, что все приняли неправильное решение и ничего не можете сделать, чтобы обратить вспять факты. Несмотря на это, Прата возлагает вину за результат миссии на себя и спрашивает их, будут ли еще подобные вещи происходить в будущем. Таким образом, Мидоки сообщает ему, что на данный момент Маэда Мари стер воспоминания виновных, но это вопрос времени, когда другая злая организация объединится, подойди к нему. В этот момент Маэда Мари получает сообщение, означающее, что они должны отступить. Тем не менее, Прата задает им последний вопрос, так как он хочет знать, почему его брат не пришел к нему. Это заставило Шихина обрушить на него свою ярость, потому что Такато был лучшим другом Шунга. Во время смены сцены мы наблюдаем некоторые фрагменты похорон и Шунга на крыше здания, пытающегося смириться со своей потерей. Несколько часов спустя Юми навещает брата и потрясена, увидев его ужасное физическое состояние после обрушения. Она также узнает, что наш Прата может потерять зрение на правый глаз. Несмотря на это, он успокаивается и обещает ей, что сможет вести почти нормальную жизнь благодаря реабилитации. Вот тогда он решает сменить тему и спрашивает ее, каково это жить в помещениях фонда Шуна. На что Юми отвечает, что все очень добры к ней, но она обеспокоена, потому что заметила, что ее брат Шун чувствует себя очень грустно и до сих пор не знает причину своей депрессии. Услышав это, Прата размышляет и отождествляет себя с горем своего брата, поскольку он также испытал на собственной шкуре, каково это потерять такого важного человека, как его сестра, или в его случае своего лучшего друга. По этой причине возникает вопрос, какой была бы жизнь Аюми, если бы он умер. На следующий день Прата навещает Йохиро, и он рад видеть лицо, которое не будет судить ее за ее действия. Затем Йохиро вручает ей несколько термосов, содержимое которых восхитительно, так как это блюдо с языковым карри с того обеда представляет собой прекрасное воспоминание о его жизни и его приятные моменты в студенческом совете, поэтому Йохиро берет на себя ответственность давать ему еду прямо в рот. И Прата чувствует себя так, как будто он вернулся в академию. После этого он спрашивает о состоянии здоровья Нао, и Йохиро отвечает ему, что его травмы очень легкие, поэтому он должен быть выписан из больницы в ближайшее время. Услышав это, Прата чувствует облегчение во всем теле, и Йохиро автоматически увольняется, пожелав ему скорейшего выздоровления, чтобы он вернулся к своей работе в студенческом совете. В конце концов, следующий, кто навестит его, будет Юза, которая приготовила ему особое кремовое рагу, чтобы зарядиться энергией. Это то блюдо, от которого отказался Прата, когда был подавлен смертью Аюми, но на этот раз он решает поблагодарить ее за этот жест. Поэтому, попробовав ложку соуса, он сразу понял, что это то блюдо, от которого отказался Прата, когда был подавлен смертью Аюми. От ее тушеного мяса он упоминает, что благодаря ей он чувствует себя бодрее. Затем Прата звонит Мисе, и она проявляет свою типичную личность яндере и спрашивает ее, что ей нужно от мертвого человека. Но, к ее удивлению, Прата хочет знать, куда идут люди, когда они умирают. Однако Масса не знает, что ему ответить, учитывая, что его существование похоже на воздушный шар Юзы, который он постоянно держит. Это означает, что Масса зависит от способности Юзы оставаться в мире живых, и когда она потеряет свою устойчивость, Масса навсегда исчезнет с земного плана.
Из-за этого Прата заставляет его понять, что он должен попрощаться со своими самыми близкими, пока не стало слишком поздно, поскольку он знает, каково это быть на грани смерти. Даже в этом случае Миса дает ей понять, что она была плохой дочерью, хотя потеря жизни была худшей из всех ее выходок. По этой причине Прата настаивает на том, чтобы она поехала к родителям, прежде чем Юза окончательно повзрослеет и потеряет свои способности. Однако Миса обещает ему уделить некоторое время, чтобы подумать об этом, так как Юа собирается восстановить контроль над своим телом. Именно тогда Прата пользуется возможностью, чтобы убедить Юа навестить своих родителей, чтобы Миса могла увидеться с ним раз и навсегда. С другой стороны, Прата, несмотря на свое нынешнее состояние, набирается храбрости и идет в комнату Нао в надежде поговорить с Ана, но, дойдя до двери, останавливается, потому что вспоминает, что ее отношения с Нао не очень хорошие. Время. К тому же он продолжает думать, что она его ненавидит, и по этой причине ему стыдно возвращаться в свою комнату. На следующий день он смотрит телешоу «Юань», где она представляет ресторан своих родителей. Там он наблюдает, как она пробует разные местные блюда, и у каждого выражение лица более очаровательное, чем у другого. Однако обнаруживает, что в некоторых сценах Меса овладевает телом его сестры и холодно реагирует на приготовленную ими еду. Хотя он упоминает, что любовь его родителей превращает эти простые блюда в шедевр. В результате он благодарит его за еду, плача от счастья, что снова встретился со своими родителями, в то время как они тронуты, увидев, как дух его дочери отражается на ее младшей сестре. Они также утверждают, что хотя Миса была довольно своенравной, в глубине души она всегда была очень хорошей дочерью. Несколько дней спустя Прата снова навещает Аюми, но на этот раз она преподносит ему неожиданный подарок на его 16-летие. Это рисовые лепешки со специальным соусом от семьи или от Тосаки. Итак, наш Прата собирается несколько раз попробовать мифическое блюдо, которое вызвало у него отвращение. Сразу после этого ему удается ощутить восхитительный вкус, и он понимает, что это то же самое чувство, с которым он разговаривал с Мессой в той программе. Именно тогда он впервые в своей жизни искренне заявляет своей сестре, что ему действительно нравится ее еда. Позже Прата проходит курс лечения, и Мидоки поздравляет его с его быстрым выздоровлением. Тем не менее, говорит ему, что нуждается в его услуге, так как Шу нуждается в его поддержке. Таким образом, Прата направляется на крышу, где все это время был его брат. По прибытии просит его разрешить ему поговорить с ним, поэтому Чун нарушает молчание и говорит ему, что в больнице это безопасное место. Однако он избегает затрагивать тему, которая ему так дорого мучает. С другой стороны, Прата сразу замечает, что его брат страдает теми же симптомами депрессии, что и он в прошлом. Но прежде чем он успевает что-либо сказать, Шун предупреждает его, что террористические группы за границей быстро набирают силу, а это значит, что они скоро прибудут в Японию. И без него Такейто никто не сможет предотвратить появление новых субъектов с особыми полномочиями. Услышав это, Прата теряет дар речи и срывается с места. Вернувшись в свою комнату, встречает Нао, который приветствует его так, как будто ничего не произошло, отчего у него захватывает дух. Затем она рассказывает ему, что выписалась из больницы и что она думала навестить его, чтобы поболтать с ним. Поэтому она хочет знать, что сказал ей его брат Шунь и что он сказал ей. Он подводит итог вашему последнему разговору. Он также выражает свою обеспокоенность депрессивным состоянием своего брата, рассказывая ему о своем желании что-то сделать со своими особыми способностями, чтобы уничтожить всех его врагов. Перед лицом этого Нао раскрывает ему, что существует метод достижения этой цели, хотя это сопряжено с большим риском, который заключается в краже навыков у всех людей в мире. Однако, впитав силу миллионов подростков, он может превратиться в монстра, способного уничтожить человеческую расу. По этой причине Нао признается ему, что на самом деле никогда не думал о том, чтобы рассказать ему об этой альтернативе своим проблемам. Но увидев, как он рисковал своей жизнью, чтобы спасти девочек, Нао признается ему, что никогда не думал о том, чтобы рассказать ему об этой альтернативе своим проблемам. Но увидев, как он рисковал своей жизнью, чтобы спасти люди, которые ему действительно не безразличны, в конце концов изменили свое мнение о нем, поскольку теперь он видит в нем человека, которому может доверять. После этого Нао встает, чтобы вернуться домой, и решает дать Проте время подумать о том, что он хочет делать. Внезапно он останавливает ее и заявляет, что попробует, так как она в долгу перед ним, и на этот раз хочет быть тем, кому удастся ее спасти. Он также признается ему в своих чувствах, на что Нао реагирует с удивлением и не может поверить тому, что только что услышал своими ушами, учитывая, что я не помню, чтобы когда-либо делал это. Я сделал что-то настолько важное, что заставил Эль Прата влюбиться в нее. С другой стороны, Прата повторяет ему, что благодаря ей он смог выбраться из своей глубокой пропасти отчаяния, хотя Нао думает, что, возможно, он сделал это, потому что чувствовал ответственность за смерть Аюми и не понимает, как что-то настолько ужасное могло заставить его испытывать к ней чувства. Именно тогда Прата восклицает ему, что любовь невозможно объяснить. При этом она сердито кричит ему, что его аргумент в пользу описания любви действительно глуп,
поэтому они оба злятся друг на друга, и становится ясно, что они несовместимы. И это явно напоминает мне моего бывшего. Но, мы продолжаем аниме. Несмотря на это, наш прота влюблен в нее, поэтому Нао отвечает ему, что думает дождаться ее возвращения после того, как она спасет всех людей со сверхчеловеческими способностями, поскольку только так они могут быть настоящей парой. И хотя он возлагает на тебя слишком большие надежды, прими его предложение с улыбкой. Таким образом, вы оба даете обещание мизинцам, и прота говорит ему, что вернется на его сторону, несмотря ни на что. В заключение Нао открывает ему свои объятия и заверяет, что будет ждать его возвращения. Кроме того, он просит ее быть первой, у кого она украдет его способности. С учетом сказанного, прота забирает ее силу, и она благодарит его за то, что он вернул ее в ее естественное состояние. Впоследствии прота рассказывает своему брату о своем плане по спасению всех людей со сверхчеловеческими способностями. Однако отказывается его слушать, обвиняя себя в том, что не смог спасти своего лучшего друга. По этой причине прота уверяет его, что его мотив украсть способности других состоит в том, чтобы никто другой снова не почувствовал себя несчастным из-за потери любимого человека. Таким образом, Шун понимает его цель и предлагает ему свою поддержку, чтобы покончить с этим раз и навсегда и спасти его от этой болезни. Во время смены сцены они оба встречаются с остальной частью команды, которые обсуждают свой план. Там Мидоки спрашивает его, как он планирует разместить всех людей с особыми полномочиями, поэтому Шун заявляет, что лидер террористической организации должен иметь рядом кого-то, обладающего такой же силой, как у него, Такато, потому что в противном случае им никогда бы не удалось собрать столько людей за такой короткий промежуток времени. По этой причине Шун предлагает Проту вылететь за границу, чтобы найти этого человека, в то время как он и его команда занимаются поддержанием мира в Японии. На следующий день Прота готовится покинуть больницу и, выходя из своей палаты, встречает Мису и Йохира, которые уже знают о его плане и пришли попрощаться с ним, а также передать им свои сверхчеловеческие способности. К сожалению, это означает, что Миса больше никогда не сможет вернуться в мир живых, что явно вызывает у нашего Прота чувство печали. Но он принимает свои силы, и Миса автоматически прощается с ними. Хотя перед тем, как исчезнуть, он пишет письмо своей сестре Юзе, где рассказывает ей, как он был счастлив проводить время с ней и ее группой в студенческом совете. Он также признается ей, что любит ее больше всего на свете. И после этого он прощается навсегда, так что, возможно, это не так. Юза безутешно плачет, читая письмо, но принимает свою судьбу и рада узнать, что ее сестра была рядом все это время. После этого все трое обнимаются и клянутся, что их дружба будет вечной. Позже наш Прота собирает вещи и собирается уходить, чтобы начать свою последнюю миссию. Однако Нао ждет его у двери и вручает ему блок с заметками с переводами с японского на английский. С другой стороны, Эль Прота вручает ему музыкальный проигрыватель, который она ранее подарила ему, и просит присмотреть за ним до его возвращения. После этого они оба прощаются с обещанием и желанием снова встретиться в ближайшем будущем. Во время смены обстановки наш Прота охраняет самолет, направляющийся в Сингапур, в то время как Шун слышит звук взлета. Впоследствии он приземляется на чужой земле и использует блокнот, подаренный ему Нао, для регистрации своего въезда в страну. Затем он идет по улице города и покупает карту памяти с информацией о других людях с навыками. Однако это не облегчает его поиск, и он решает найти субъекта, обладающего силой, подобной силе Такато. После этого он направляется в городской район на Филиппинах в надежде найти лидера организации специальных людей. Там он использует свою способность телекинеза, чтобы попасть в машину субъекта. После этого он использует свою воровскую силу, чтобы лишить его способности телепатии и получить информацию, которую он ищет. Именно тогда он обнаруживает, что человека, которого ему нужно найти, зовут Анджело. Таким образом, он выходит из машины и направляется в трущобы этого района. По прибытии он забирает тела своих сообщников, чтобы он мог устранить всех присутствующих свидетелей. Затем он противостоит Анджело и лишает его всей своей власти. В результате теперь наш Прота может находить всех людей с особыми способностями по карте, так что через несколько дней ему удается лишить своих способностей всех зараженных людей, которые явно находятся в опасности в Юго-Восточной Азии. В конце концов он отправляется на север Южноафриканской республики, где продолжает свое наступление, чтобы найти и овладеть всеми навыками. Там он понимает, что становится все сильнее и сильнее, плюс накопление всех этих способностей дает ему большую легкость, когда дело доходит до борьбы с людьми. Тем не менее, ему еще предстоит пройти долгий путь,
приобретя 1000 навыков для кражи. С учетом сказанного, мы переезжаем в городской район в Египте, где преступная организация получает письмо с указаниями поймать нашего проту. Там мы замечаем, что в письме говорится, что недавно появился кто-то, кто ворует способности по всему миру, поэтому они требуют немедленного поимки. Но они должны иметь при себе оружие. Остерегайтесь одноглазой смерти, прозвище, под которым известен Прота, потому что никто за пределами Японии не знает его имени. С другой стороны, Прота обнаруживает, что он знаменитость среди пользователей со специальными способностями. Он также чувствует, что его новое прозвище довольно нелепо, но в этот момент он начинает испытывать леденящее чувство к своему мозгу. К тому же он может заморозить то, к чему прикасается руками. Именно тогда он понимает, что перестал думать о способностях, которые он крадет, и просто берет их, не интересуясь их атрибутами. Ночью он общается с Чуном, который сообщает ему о своих успехах. Там он демонстрирует навыки перевода и силу, которые позволяют ему двигаться без сна. И, услышав это, Шун призывает его продолжить свою миссию, но предупреждает, чтобы он не совершал слишком много глупостей. Тем не менее, Прота отвечает ему, что он должен действовать быстро и как можно скорее отправиться в следующую страну, поскольку его здравомыслие буквально на исходе. На следующий день Прота отправляется в темницу в неизвестном месте и крадет опасную способность, усугубляющую болезни. Хотя эта способность кажется полезной и на данный момент не имеет большого значения. Позже он прибывает в горную местность в Афганистане и попадает в военный лагерь, где детей используют в качестве оружия войны. Однако что-то привлекает его внимание на карте. И это то, что на этой карте изображен человек, изолированный от остальных. Поэтому он решает дождаться наступления ночи, чтобы выяснить, что происходит. Таким образом, он обнаруживает, что мальчик, обладающий силой быть носителем. А это означает, что он человек, обладающий силой быть носителем. Болезнь, но она не развивает никаких специальных навыков. Однако наш Прота не может лишить его силы до того, как он ее разовьет. Поэтому он вспоминает свой старый разговор с Сагиучи, где тот заявил ему, что сверхчеловеческие способности — это болезнь. По этой причине вы понимаете, что если это вирус, то он может усугубиться и ускорить процесс вашей беременности. Для этого он использует способность красть ранее в подземельях и начинает ускорять болезнь носителей, чтобы заставить их силы проявиться. Поступая так, он лишает его способностей и решает продолжить свой путь. Но на этот раз он стремится уничтожить всех носителей, которые могут распространять болезни в подземельях. Будущее. Впоследствии он направляется в древнюю крепость в Восточной Индии, но по прибытии в военизированную группу попадает в засаду, и они стреляют в него. Ваши пули против него, пока у него явно не закончатся боеприпасы. На его счастье, Прота использует способность вызывать магический щит вокруг себя. После этого разрушает крепость, но в результате получает большой урон и чувствует себя очень истощенным из-за накопления такого большого количества силы. Когда-нибудь позже он отправится на другой конец планеты. Таким образом, мы направляемся в пригород Великой Республики Перу, очевидно, Метеорита П. Там он обнаруживает, что не все используют свои способности во зло, поскольку он встречает маленькую овечку, способную лечить болезни. Однако он должен украсть ее силу, и несмотря на то, что она делает добрые дела для ближнего, после этого Прота размышляет о том, что, возможно, он сможет использовать эту новую способность, чтобы исцелить свой правый глаз и восстановить свой временной скачок. Этим он может спасти жизнь Такита, но прежде чем сделать это, подумай, что это ошибка, учитывая, что его миссия не предназначена для его личного благополучия. К тому же он не должен нарушать человеческие правила. Таким образом, указывает на то, что создание мира без сверхчеловеческих способностей — его единственная судьба сейчас. Позже мы отправимся в Республику Куба, и там мы заметим, что Прота начинает свое погружение в безумие. Поскольку, овладев таким количеством телепатических способностей, он начинает слышать мысли всех и каждого. Он не может отдохнуть ни минуты и, следовательно, проявляет свои самые разрушительные способности и вызывает большой переполох в городе. После этого он теряет рассудок и думает, что окружающие его люди — его враги. Поэтому он использует свои способности, чтобы попытаться причинить ему вред. Несмотря на это, им овладевает небольшой проблеск ясности. По этой причине он размышляет о том, что его цель — спасти невинные жизни, а не просто убить, причинять страдания другим людям. Во время смены обстановки мы направляемся в Западную Саудовскую Аравию. Там Прота отдыхает в номере небольшого мотеля. Однако не может уснуть из-за своей способности двигаться, не засыпая. Из-за этого он прибегает к наркотикам мелатонина, чтобы включить состояние расслабления, с помощью которого ему удается потерять сознание. На следующее утро он просыпается с новостями о капитуляции лидера террористов из Саудовской Аравии, поскольку рано утром на него было совершено нападение. И кроме того, его группа характеризуется захват детей. В этот момент Прота обнаруживает, что его одежда и простыни на кровати покрыты кровью и грязью.
поэтому он пытается вспомнить, что произошло во сне. Тем не менее, его воспоминания очень смутны, но мы понимаем, что он выступил против преступной организации, захватив способности других половозрелых. В конце концов, мы переезжаем на юг Италии, но психическое состояние нашего Протаса становится все хуже и хуже, поскольку он теряет контроль над собой. Понятие времени начинает двигаться без собственной воли. Там он оказывается в центре перестрелки итальянских гангстеров, но он использует свои навыки, чтобы очень быстро их уничтожить. После этого он замечает блокнот на полу и вспоминает, что дал обещание перед отъездом. К сожалению, он не помнит, кто такой Нао и действительно ли она важна для него. Одновременно Нао ждет его возвращения в одиночестве в своей комнате, слушая музыку Шона на своем плеере. После этого Прата продолжает свое путешествие по Германии, Польше, Швеции и Финляндии, и каждое из этих мест крадет способности других людей и вызывает огромные беспорядки во время путешествия. Ваши визиты. Затем ты путешествуешь по России, Франции, Португалии и Англии. Но с каждым разом наш Прата становится все менее человечным и все больше похожим на монстра в поисках власти и господства. После этого он отправляется в тур по Соединенным Штатам и попутно устраивает массовые убийства в городах, которые посещает. В конце концов он прибывает в пустыню Аризоны, где тащит двух молодых людей, потерявших сознание после ожесточенной битвы. Там мы заметили, что Прата чувствует себя всемогущим богом, желающим захватить весь мир. В этот момент блок с заметками выпадает из его кармана, и он пинает его. Однако испытывает угрызение совести и задается вопросом, почему у него вдруг возникли эти чувства и кроме того, какое отношение он имеет к этому объекту. После этого он встает и надевает подарок Нао как ожерелье на свою шею. Впоследствии он путешествует по Сибири, Камбодже, Турции и Австралии. И здесь мы понимаем, что Прата — это то, как буквально общается Луисита. Он путешествует по всему миру и по пути борется с преступными организациями, которые держат детей со специальными способностями в плену в своих лабораториях. Он также дает им свободу после кражи их способностей, пока однажды наш Прата не прибудет в Китай и не поймет, что его путешествие подходит к концу, поскольку кроме него остался только один человек со сверхчеловеческими способностями. Несмотря на это, у него очень плохая репутация из-за его способности воровать. И именно тогда киллер удивляет его и стреляет в него двумя стрелами из арбалета, которым ему удается буквально ранить его. В этот момент девушка с фиолетовыми волосами встает на пути киллера, чтобы помешать ему покончить с жизнью Прата. И тем не менее тот объясняет ему, что Прата очень плохой человек, что его разыскивают по всему миру. Услышав это, девушка отвечает ему, что ей все равно, и она сохраняет свое желание помочь, не заботясь о том, что Прата ей неизвестен. Следовательно, преступник стреляет в нее стрелой, но быстро вмешивается Прата и явно останавливает все это своим телекинезом. После этого он встает и упоминает, что последняя способность в мире — это сила храбрости. Однако эта способность сопряжена с очень высоким риском, поэтому он крадет способности девушки и просит ее вернуться домой. В результате девушка начинает бояться, увидев, что они в затруднительном положении, поэтому она решает покинуть это место, чтобы обратиться за помощью. Сразу после этого Прата замечает, что ее путешествие окончено, и она должна вернуться, чтобы выполнить свое обещание. Внезапно бандит снова поражает его стрелой и приближается к нему, чтобы казнить, но в этот момент происходит драматический поворот событий, поскольку на борту появляется Шун из вертолета и спасает своего брата от верной смерти. Некоторое время спустя Прата просыпается в больничной палате в компании Нао. Там она поздравляет его с его работой и упоминает, что ему удалось выполнить все обещания, которые он дал. Однако Прата не помнит его и спрашивает, кто он. Учитывая это, Нао приходит к выводу, что кража миллионов навыков оказала ужасное давление на ее мозг, но она рада его возвращению и признается ему, что это его девушка. Услышав это, Прата шокирован и спрашивает ее, хочет ли она остаться его партнершей, несмотря на то, что он ее не помнит. Поэтому Нао говорит, что она не хочет быть его второй половинкой. Он заявляет вам, что это обещание, которое вы хотите сдержать. Сказав это, он объясняет ему все, что произошло до его поездки, а затем Прата смотрит на блокнот на каталке, а затем Нао напоминает ему, что он сделал это для него. Таким образом, Прата показывает ему, что этот предмет был очень важным амулетом на протяжении всего его путешествия, заставляя Нао испытывать огромное счастье, видя, что он смог безоговорочно сопровождать его путь. После этого они оба держатся за руки, и Нао приветствует его возвращение в дом. Одновременно Шун, Мидоки и Шишина, а также попутно Майдамари посещают могилу Такикита и прощаются с ним. С другой стороны, мы заметили алтарь с фотографией Мессы и его письмом в доме семьи Куравани. В то же время Кадзуки продолжает выздоравливать в психиатрической больнице, хотя это достижение снова обретает покой благодаря Сали и музыке, явно принадлежащей его группе.
Во время смены сцены Эль Прата выписывается из больницы и отправляется в путь в компании своих товарищей по студенческому совету и его сестры в открытое поле, окруженное цветами. Там он рассказывает нам, что ему не терпится узнать о новых приключениях, которые готовит ему будущее. К тому же Нао отвечает ему, что с этого момента их жизнь может приносить им только счастливые моменты. Прежде чем закончить эту историю, я хочу рассказать вам об особом эпизоде, который произошел перед смертью Аюми. Так что буквально все это для вас лишнее. Так что я надеюсь, вам понравится, в котором мы с Такато идем в зал студенческого совета, рассказывая своим сокурсникам о новой цели. Там он раскрывает им, что его особая способность — это способность читать сердце. Затем он покидает зал, и наша группа героев отправляется посетить место, обозначенное на карте. По пути Нао берет на себя ответственность записывать все, что происходит, пока, наконец, он не находит девушку в розовой шляпе. После этого он решает подойти к ней и не сказать ни слова. Нао спрашивает ее, обладает ли Акас способностью читать мысли людей. Таким образом, застенчивая девушка утверждает ему, что да. Поэтому Нао просит ее продемонстрировать свои способности. Сказав это, подумай о чем-нибудь, что девушка может прочитать, и как будто это громкоговоритель показывает ей, что ее мысли — это «я делаю глупость». Столкнувшись с этим, мальчики удивляются, увидев, что девушка может воспроизводить мысли людей в их окружении. Однако Нао все еще не убежден и просит его сделать вторую попытку, поэтому он снова возвращается к размышлениям о чем-то другом. И тут же девушка в его сознании передает ему следующее сообщение, что Йохиро мускулистый придурок. Услышав это, Йохиро обижается и предъявляет Нао претензии за его неуместные мысли. Однако она воспринимает эту ситуацию с юмором и просит своих друзей попытаться проверить силу девушки. Для начала Йохиро думает, что Нао — капризный ребенок, но к его несчастью девушка раскрывает ему свои мысли. Следовательно, Нао бросает на него пугающий взгляд и держит его за рубашку, угрожая ему смертью, а также запугивает его, заставляя перестать слышать мысли людей. В этот момент девушка затыкает уши и кричит, что она никуда не может вписаться, поскольку она машина конфликтов, которая порождает споры только из-за своих способностей. Из-за этого Нао берет дистанцию и делает вывод, что его способность достигает 2,5 метров. Это также показывает, что люди, которые попадают в этот радиус действия, могут передавать свои мысли вокруг. Плюс он чувствует, что это очень вероятно, что девушка переживает очень плохие времена со своими друзьями и семьей из-за своей силы. По этой причине она предпочитает побыть одна, прежде чем ввязываться в ситуации, которые могут создать для нее проблемы. Вслед за этим Йохиро упоминает, что никогда не слышала способности, которая всегда остается активной, поэтому Нао отвечает ему, что должен быть переключатель, который активирует ее силу против ее воли, и что если она не хочет, чтобы кто-то был рядом с ней, она должна быть в безопасности. Поэтому он предлагает разделиться на две группы, чтобы найти причину этого непреднамеренного проявления. Таким образом, Юза и Йохиро составляют одну команду, а наши Прата и Нао — следующую. В этот момент Нао упоминает, что в дружеской обстановке они могут помочь укрепить уверенность этой девушки. По этой причине они должны показать, что они единая команда, чтобы она могла вернуться в свою жизнь нормально. После этого Юза и Йохиро уходят, чтобы начать свои поиски. Тем временем Прата и Нао подходят к девушке, чтобы завязать дружеский разговор. Тем не менее, негативные мысли Праты становятся очевидными, и в результате Нао пинает его в живот, так что он явно перестает думать об этих вещах. Увидев это, девушка удивляется, но Нао успокаивает его и уверяет, что это всего лишь шутка между друзьями, поскольку они оба очень хорошо ладят и они неразделимы. Однако Прата думает, что она лгунья, и ее мысли выходят наружу. Следовательно, Нао снова пинает его, пока наконец не сбивает его с толку. Впоследствии девушка верит его лжи и заявляет ему, что она голодна, поэтому Нао решает отвезти ее в ближайший магазин, чтобы познакомиться с ней поближе и найти решение ее проблем. Пока они идут, она раскрывает ему свое имя, которое будет Лори Сикугучи, и они оба держатся за руки. По прибытии в магазин все заказывают еду и обнаруживают, что Лори уже 3 дня не ела. К тому же они чувствуют, что ее родители должно быть беспокоиться о ней. Но Лори молчит и предпочитает не отвечать. Именно тогда Нао планирует завоевать ее доверие, чтобы узнать ее историю, и они приглашают ее в парк развлечений, чтобы развлечь девушку. Позже они приходят в парк и ищут аттракционы, чтобы насладиться впечатлениями. Там Прата в панике прыгает на аттракционы, и хотя он притворяется, пытаясь выглядеть храбрым, его мысли выдают его, и Филин обнаруживает, что он трус. Затем они катаются на американских горках, а девушка получает прилив адреналина от поездки. С другой стороны, Прата сожалеет и с дрожащими ногами отказывается садиться на другой аттракцион. Несмотря на это, он старается вести себя как храбрый мальчик и решает не отставать от девушек. Хотя его мысли становятся все более мрачными и неприятными из-за его отвращения к механическим играм.
После катания на разных аттракционах Лори чувствует себя увереннее и начинает называть нашего Прота своим старшим братом. Он также уверяет, что он напуган, поэтому этот думает, что хочет ударить его. Но его мысли раскрываются, и Нао сначала бьет его, чтобы он не причинил вреда чувствам от маленькой девочки. После этого Лори думает, что они оба очень забавные, и собирается насладиться остальными аттракционами в парке. Позже наша группа сделает перерыв, чтобы перекусить мороженым. Однако Протеин в своих мыслях обсуждает что-то, что привлекает внимание Лори, поэтому она спрашивает его, являются ли они парой, поскольку они оба, кажется, наслаждаются своими ссорами и синхронизированы по времени. Время ответить и все. Несмотря на это, они отвечают ему нет. Тем не менее, Прота думает, что он действительно может составить с ней симпатичную пару. Услышав, что думает Нао, бьет его и вызывает смех Лори, но в этот момент малышка встает со стула и спотыкается о паре, гуляющей по парку. После извинений парень с лицемерной улыбкой думает, что девушка испортила ему свидание. Следовательно, его партнер подслушивает его мысли и ругает его за то, что он незрелый человек, у которого нет сострадания к детям. Таким образом, девушка расстается с ним посреди парка, а этот парень обвиняет Лори в том, что она спровоцировала их любовный разрыв. Из-за этого Лори начинает плакать и убегает из парка, чтобы побыть одна. За ней бегут белки, но Лори не хочет, чтобы к ней приближались. По этой причине Нао показывает ей, что он также обладает особой силой, хотя заставляет ее поверить, что эта способность не оставлять девушку в беде одну. Он также просит ее дать ему шанс четко вернуться к своей дилемме и быть в состоянии ее разрешить. Поэтому Лори решает довериться ей и рассказывает ему свою историю. Для начала она утверждает, что получила эту силу, потому что я желаю этого всей силой своего сердца. Это потому, что в прошлом у Лори было много друзей, с которыми можно было поиграть, особенно ее лучшая подруга по имени Анока. Однако однажды эта девушка приняла решение уйти от нее и поиграть с другими мальчиками. По этой причине Лори неоднократно искала ее, чтобы спросить о причине ее изменения, но сколько бы раз он ни настаивал, она никогда ничего ему не отвечала. Поэтому Лори хотела иметь возможность услышать его мысли. Хотя прежде чем я узнал, что она думает, все вокруг начали спорить. У нее внезапно закончились друзья, и впоследствии она сбежала из дома, чтобы не создавать больше проблем в своем окружении. Зная об этом, не понимает, что выключатель, активирующий ее силу, это не больше, не меньше, чем ее подруга Анока. Поэтому она предлагает ему свою помощь в решении этой проблемы и делает ему предложение переночуйте у нее дома, чтобы она не спала на улице. Позже Прота возвращается домой, и его сестра Юми встречает его специальным блюдом, приготовленным из секретного соуса семьи Атасака. Столкнувшись с этим, Прота думает, что ему следует отказаться от семейного рецепта, но быстро прикрывает рот и чувствует, что Аюми слышит его мысли. К его счастью, Лори нет рядом, и он выходит из неловкой ситуации перед своей сестрой. В этот момент ему звонит Наоки и требует, чтобы он собрал свои вещи, чтобы навестить лучшую подругу Лори у нее дома. По прибытии Анока удивляет его, проявляя большую заботу о Лори. Тем не менее, отказывается снова быть ее другом по причинам, которые она не может раскрыть. Перед лицом этого Нао пытается убедить ее и заявляет, что планирует использовать Лори для выполнения незаконной работы. Он также раскрывает перед ней свои особые способности и заставляет Прота делать то же самое, чтобы Анока испугалась. После этого девушка рассказывает им причину, по которой она решила уйти от своей лучшей подруги. Оказывается, у Лори странная неизлечимая болезнь, которая постепенно распространяется до такой степени, что она может стать парализованной. Поэтому Нока предпочла отойти от нее и начать ненавидеть ее, прежде чем увидеть, как ее подруга теряет подвижность конечностей. Услышав это, Нао реагирует в ярости и держит ее за шею, крича на нее, что она глупая девушка, которая бросила свою подругу из-за этого, поскольку Лори уже давно ждала ответа, чтобы понять причину, по которой их дружба закончилась. Это также указывает ей на то, что она смогла вести себя как хороший друг и сопровождать судьбу Лори, вместо того, чтобы бросить ее в худший момент своей жизни. Таким образом, Нока начинает плакать, и ее мать выходит из дома, чтобы разлучить ее с Нао. В этот момент Прота размышляет, что впервые видит, как Нао ведет себя таким образом, но оправдывает свои действия чувством гнева. Видя всю несправедливость, с которой ему пришлось столкнуться терпеть Лори все это время. На следующий день Прота встречается с Йохиро в академии, но избегает рассказывать ему о результатах своего расследования за предыдущий день. А некоторое время спустя Прота сообщает нам, что и он, и Нао время от времени навещают Лори. С другой стороны, Нока опомнился после репрессалий со стороны Нао и возобновил дружбу с Лори. Несмотря на ее ошибки, маленькая девочка простила ее, так как она хочет быть со своей лучшей подругой. Кроме того, Прота ценит храбрость, с которой Нао боролась с болезнью Лори, чтобы сделать ее дни теперь более приятными.
В конце концов они оба покупают букет цветов и направляются в больницу, где находится Лори. И перед тем, как войти в свою комнату, Нао говорит Проту, что однажды наступит время, когда он тоже отдаст все ради кого-то другого. И хотя мы уже знаем исход этой истории, по крайней мере мы понимаем, что Нао всегда хранил в себе небольшой след надежды. Впоследствии он встречает Лори и Аноку в больничной палате. Там Прота улыбается, думая о том, какая замечательная и великолепная женщина Нао. Хотя это снова показывают Лори и Нао, он обнаруживает, что его мысли наконец-то хорошие. И на этом аниме заканчивается.